Peggy 16. Так, друзья, от Soul Calibur переносимся к Tekken. Как раз таки мы вроде не успели на Tekken European Cup. Точнее, на European Tekken Cup. Так. Привет, Бронс. Так. Настроение в порядке. Сетка, конечно, есть. Конечно, есть. Ну что ж, друзья, это European Tekken Cup, соответственно, топ-12. Вчера прошли пулы, и из 16 участников остались топ-12, которые и вышли в эти самые, в этот самый плей-офф. И сегодня нас ждет сетка Full Double Elimination. Интересный формат, интересный формат в плане том, что из пулов выходит не 8 человек из 16, а 12 из 16, как ни странно. Но, тем не менее, такой формат. Они очень быстро все заанонсили, и, соответственно, финалы проводят очень быстро. Так, ну что, пока что объясню вам, кто прошел финальную часть. За бортом вчера остались Эдвард Магнум, игрок за Ларс из Италии, D.B.P, Боб из Германии, D.F.P, это Стив Фокс из Франции, и Oracle, Shaheen плеер из Испании. Все остальные прорвались в топ-12. Это по венерам пробились Супер Акума из Франции, игрок за Акуму. Sona сенсационно вчера пробился по венерам за Эдди Гордо, Финляндия. Griec очень впечатляющий провел вчерашние матчи свои, игрок за Josie из Испании. Frizen, игрок за Стива из Польши. По лузерам прошли Y, игрок польский за Акуму, Chickenmaru, великобританский игрок за Feng, Mitrust-Storm, игрок за Нину из Италии, Пика, Диз Ховард из Бельгии, Jopelix, Feng плеер из Финляндии, Сефи Блэк Мигель из Германии, Драконис Хейхачи плеер из Голландии, вытащил буквально свою квалификацию, выцарапал, и Kaneandtrench, игрок за Yoshimitsu из Великобритании. Ну что ж, и сегодня мы узнаем, кто наконец-таки станет первым, не знаю, и пока что единственным чемпионом European Tekken Cup, который изначально задумывался как турнир, если я не ошибаюсь, турнир... Так, он проходил, отборочные квалификации проходили с июля по октябрь, по-моему, если не ошибаюсь, или по декабрь, и вот только в марте они проходят финалы. Вот она, сеточка окончательная. Супер Акума встретится против Соны, Griec против Фризена, это в венерах. В лузерах, соответственно, встретится Y против Chickenmaru, Mitrust-Storm против Пика, Jopelix против Сефи Блэка, Драконис против Kaneandtrench. Соответственно, здесь участвуют 8 игроки 8 регионов европейских. Россия, естественно, не входит ни в один из этих регионов, только Европа, only. И по всем известным причинам Россия сейчас уже не является для многих организаций частью Европы. Так.
Кто у нас? Y против Chickenmaru. Давайте ставочки организуем. Y — это польский игрок за Акуму против Chickenmaru. Это великобританский игрок за Фенга. Между прочим, Chickenmaru вчера показал очень хладнокровную, если не сказать больше, игру, причем весьма неплохую. Но вот по венерам ему не удалось все-таки прорваться. Его там остановил, если я не ошибаюсь, Sona. Это Chickenmaru. Да, Sona. Эдик из Финляндии. Это вообще было просто нечто на самом деле. Бой сумасшедший вышел. Все было в пользу Chickenmaru, но тем не менее не смог он дожать и попал в лузера. Что касается его оппонента, то Y — это Akuma плеер прежде всего, но посмотрите-ка, Chickenmaru начинает не с Фенга. По крайней мере, я смотрю, что он хочет сейчас взять Мордука. Это интересно. Но по поводу Yoshimitsu, по поводу Kaneandtrench, на самом деле у него неплохие шансы все-таки. Это один из ключевых великобританских игроков на самом-то деле. Что касается Y, вот он на ваших экранах, то могу сказать, что он несколько, как сказать, это, несколько нестабильно вчера выступал. Очень сильно подвержен эмоциям молодой человек. Ну, не знаю, сможет ли он сейчас справиться, потому что в противовес ему Chickenmaru, который само хладнокровие. Само хладнокровие, но даже он дрогнул под натиском психологической атаки Соны из Финляндии. Об этом мы поговорим чуть позже, когда сам Sona будет непосредственно играть. Это матч за выход в топ-8 по лузерам. And this might be the first time we've seen Chickenmaru pick Nordic at this event. Actually, yesterday it was mainly the Feng he was rocking. Absolutely, but here we go, ladies and gentlemen. We are getting into game 1 of the European Tekken Cup. И да, смотрите-ка, Chickenmaru начинает не с Фенга, он начинает с Мордука. По крайней мере, начинает. Ну а Y не изменяет себе, это Akuma плеер. Причем, заметьте, вообще Akuma по экзекьюшену требует очень большой сосредоточенности, и вчера мы не всегда эту сосредоточенность наблюдали у Вая. Как ни странно. Итак, первый бой. Погнали сразу же. С D4 начинает Chickenmaru. Стеночка, конечно, положил на стенку Y. И D3 заходит на Окиземе. Так, красный фаербол. Очень аккуратно сближается Чикен. Оп, демон флип грэб. Чересчур много уважает Chickenmaru. Сайдстеп. Сайдстеп паниш. Так, ух, D4. Паниш. Ага. Второй D4 уже не прошел. Ломает стеночку. Хороший дэмэдж сейчас будет. Окизема. Промахнулся первым ударом Окизема Chickenmaru. И второй увидел эту стрим-серию Y. И под вторым ударом просто присел. Найс. Так, well standing 2. Нету паниша от Chickenmaru. Метр сжигает Y. Еле-еле накопил он этот метр и тут же сжег впустую. Но, тем не менее, стеночка еще будет? Будет стеночка. Тацумакен. Хорошо. Ой-ой-ой, мид заходит. И D4 еще пихает. Один раз за D4 уже получил паниш, но все равно продолжает пихать паниш. Есть наказание от Chickenmaru. Хорош. Сколько дэмэджа? Wake-up 4 от Y. Рейдж драйв. Умное решение с телепортом от Y. Найс, найс. Вот оно, D2. Это тоже очень хороший инструмент у Акумы. И если бы там фаербола не хватило, можно было еще метр всадить. Есть конфю... Ой, как это? Дайвкик не зашел. Дропнул Y. Это, конечно, не очень хорошо, когда так дропается. Паниш? Хорош. Знает эту стринг-серию, присаживается под вторым ударом хай
Y, и, соответственно, волстейнингом 2 наказывает, но дропает, тем не менее. Оп. Так, вейкап троечка. D3 заходит. Стенка. И должен убить. Да, 3-0 по раундам. Вау, ничего себе. Если честно, я думал, что в этом бою однозначно фаворитом будет Chickenmaru, но все-таки Мордука он не меняет, посмотрите. Он вчера за Фенга играл, вообще он как бы игрок за Фенга. Has the potential to do a lot of damage with or without the wall. I mean, Marta is a character who just Oki in general is probably the best in the Неужели game. он именно под Акуму взял Without walls, all he Мордука? has to do is get one of those throws off, and then you're in a straight guess situation. So both of these players are going to be acutely aware of that. Интересно. Chickenmaru definitely in trouble. Starting off on a no-round round is not the way you want to start your loser's journey. Бесконечную арену, конечно же, берет Чикен, потому что против 2D персонажей только такие арены и надо брать. А иначе можно отхватить. Оп, о, хорошо, отпрыгнул сейчас, здорово. Y. Угадайка. Такл не угадан. Хорошо, и по полной программе прям всадил Chickenmaru. Выпрыжку видит. Паниш, есть паниш с джебами от Chickenmaru, но D4 всаживает Y, самый быстрый дебаггер в игре. Очнуться не успеешь, как это D4 заходит. Но, как и любой дебаггер, очень ансейф, конечно же. О, стоечки и бросочек. Не рвет Y. Запутал его Chickenmaru сейчас. Два раза стойку сделал, 2 раза отменил бросочек. Так, на D4 Мордука отвечает своим D4Y. Хорошо сайдстепнул. И бросочек. Ой-ой-ой. Оп, хорошо. Спринг-киком поднимается все-таки Y. Опасно было. Есть паниш. Мид. 2 мида подряд. И просто 2 раунда в ответочку. В ответку на 3 раунда сухих от Y. Джеб-джеб. Такл. А на этот раз порвал такл. Y. Перепокивает пока что. D4, а ответная D4. Еще раз. Джеб. Хорошо, присел. Сейчас Chickenmaru. Ой-ой-ой-ой, пауэркраш сбивает. И пиксель остается у Y. Одно попадание, и попадание это D4. Просто 3 раунда в ответочку. Chickenmaru проснулся, да. Спал, проснулся. Сначала 3 раунда в одну сторону, потом 3 раунда в другую сторону. Ну, конечно же, стейдж селект будет совершенно другая арена. Со стенами. Twilight конфликт из-за балкона взял сейчас, судя по всему, Y. It's, you know, some people just like the air of just what you want, and this stage feels like victory. I won here, so let's just go right back. It's almost the direct counterpart too. If you lose with a particular costume, you have to change your costume. I used to do that a lot. I was like, this outfit is stained with defeat. But looks like Y has a positive mindset when it comes to that, and we're getting to a final game between these two. И с Power Crush начинает Chickenmaru. Оп, бросочек. Нет, рвет на этот раз Y. Ну, вообще, против таких персонажей, как Мардук, хорошо присел под хайм. Против таких персонажей, как Мардук или Кинг, или Армор Кинг, лучше вообще не лежать долго. Найс, хорош. Вот посмотрите, как эти паниши идут. Все, убивай. Как эти паниши с волстейнингом 2 идут у Акумы. Дело в том, что Chickenmaru, вот он пихает вот эту стрим-серию, под вторым ударом можно присесть и, соответственно, наказать. Ну, хороший сайдстеп был сейчас от Чикена. Но D4 в ответочку. Боже ты мой. Столько D4, ужас просто. Но что поделаешь, очень быстрый мув, волстейнинг 4 на паниш твоя. Пока пытается перепокнуть. О, ну, Оки бросок рвет и паниш, да, есть паниш от Чикена.
Неплохо. Ах, запорол сейчас с 1-1 Y комбо. Еще один такл. Так, прям на таклы нажимает Chickenmaru. Нету паниша и просто еще раз Wellstanding 2. Что делает Вай? Непонятно. Еще давай ансейв Тацумаку еще в блок впритык сделаем. Да, странное решение. Паниш? Есть паниш этого Wake Up 4. И доказывает, да. Вот этот Wellstanding у Акумы касконферменный через Демон Флип, это все равно ансейв. То есть все равно джебом перебивается. Суплекс от Chickenmaru. Так. Так, Томинг заходит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Есть волсплат и есть камбулинка. О, боже мой. И еще один раз Wellstanding 2. Это чисто на миксап нажал сейчас Y, и это final раунд. О, боже мой. Мид заходит. Так. Такл. О, первый раз такл этот порвал. Вив паниш от Chickenmaru. Ой, дэмэдж сейчас будет. Боже ж ты мой. Еще и волсплата. И D3 заходит от Вая. Ну что, это конец? Это конец? До стенки доведет? Да. Довел до стенки, а значит это конец. И Y выбивает Chickenmaru. Слушайте, это уже тянет на сенсацию. Польский игрок за Акуму вытащил этот бой и выкинул из турнира своего оппонента Chickenmaru из Великобритании. Ничего себе. А ведь Chickenmaru это один из тех людей, которые в принципе претендовали на какое-то такое высокое место. Но тем не менее, его результат 9-е место. Теперь уже. Да. Интересно. One thing I really liked, you might see this in the replays, he was doing a lot of wild standing too, because, you know, Chickenmaru was not punishing it, because there's a demon flip mix-up, there's also the red fireball he can do, so it's like, wild standing 2, it's just a safe launcher that you could throw out. But here's, we go back to the first game. По поводу Tekken или Street Fighter, ну, там посмотрим, как получится, на самом деле. Смотреть по стадиям. Но в первый день, скорее всего, на Tekken нажму все-таки этот Tekken World Tour. Так. Runs up, does nothing, because why was staying down in those situations? I like how, you know, both of those players were aware of it. But then nice. Ну а впереди у нас ждет следующий бой. Это Mitrust-Storm против Пика. Напоминаю, что Mitrust-Storm это итальянский игрок за Нину, а Пика это игрок из Бельгии за Гиза Ховарда, тоже лузера. Привет, Блюгрин. I think Chickenmaru was just playing a lot of. He was the person he was playing the most. When he was warming up for casuals was Sephi Black. So you're just playing like Tekken. You're not doing не, ну если ты, just Miguel stuff. Если Дубасик напишет, you're still in the mindset of playing against Tekken. I think when you play against Akuma, you're playing against Akuma. You have to forget a lot of Tekken things. You have to forget some things. You have to remember stuff like that. For example, there, you know, he ran into the down three. That's what got that. Ну что ж, делайте ваши ставки. Mitrust-Storm против Пика. Напоминаю вам, что вчера Mitrust-Storm вышел из группы с Фризеном и Сифи Блэком на третьем месте, между прочим. Что же касается Пика, то он вышел из группы с Супер Акумой и Jopelix'ом, но на втором месте. It's getting kind of tense now. I'm just looking at those two players coming up on stage now. We have some fantastic games coming up for you, and if it's anything like game one, final round. Ну что ж, и это такая, знаете, первая сенсация сегодняшнего дня. Я не знаю, вряд ли от Вая кто-то ожидал, что он доберется аж до топ-8. Ну, то есть я лично совершенно обескуражен этой его победой, но тем не менее она абсолютно заслужена. Так, ну а теперь Нина плеер, это Mitrust-Storm, против Гиза плеера, это Пика. Соответственно, Италия против Бельгии. To Nina in Europe for a very long time.
had not been traveling, you know, as much and going away as much, but Не так-то много хороших Нина-плееров, кстати говоря. И Пика еще, это Mitrust-Storm еще вчера взял разок Линк Сяою, проиграл ею, но все-таки основной чар у него это Нина. Пика это only дисплеер, почему-то у него там внизу написано типа Twitter Jopelix, но это неправда, не верьте, у Jopelix свой есть Twitter, это и он не Jopelix, он Пика. Ну и, соответственно, победитель выходит в топ-8 по лузерам на Y. Definitely. I mean, you speak to him, nice guy, you know, such a, you know, you love talking about the game and whatever. You play against him, you think he's a terrible human being. You think Напоминаю, что это European Tekken Cup финалы, финальная стадия, и, соответственно, здесь идет розыгрыш 25 тысяч евро. Главный призовой пул, скажем так. Они играют в оффлайне, в Лионе, во Франции. Я не знаю, есть ли здесь публика или нет, но, скорее всего, здесь они играют без публики, потому что объявлены финалы были вот буквально 3-4 дня назад, то есть вообще в последний момент. Ну и, соответственно, скорее всего, все-таки здесь нет никакой публики, только их тиммейты, тренеры там, и просто их друзья. Итак, поехали. Лоу заходит, оп, бросочек рвет Mitrust-Storm. Нина один из тех персонажей, который требует много ума для того, чтобы за нее хоть что-то тащить. Так. Прессит пока что гис. Хорошие вот эти эвейды у Нины. Найс. Есть паниш от Mitrust-Storm. Так. Хорошо. Слоу попадает Пика. Оп. Есть. Лосплат. Рейчард будет. Должен Рейчард жечь. Давай. Сейчас. И, кстати, возможно, даже хватит, чтобы убить. Ну-ка. Нет, не хватило. Один пиксель остается у Пика. Вау, как он заблочил-то, но почему не убил? У него был метр, чтобы убить Пика. Да ты что? Репуки намекидает и... как встречает Пика. На самом деле достаточно рискованный мув, но в принципе он там метр еще сжигал, поэтому он так не рисковал прям сильно. Так. Нет, судя по загрузкам, они все-таки на ПК играют, потому что загрузки быстрее гораздо, чем обычно на плейке. 1 метр есть у Гиза Форварда, а когда у Гиза есть метр, это всегда крайне опасно. Так, Лоу заходит. Прессит через баксмод. Ой-ой-ой. Вау! Как это окно увидел Mitrust-Storm вниз вперед 2. Влетел и стенка. Ой, хорош. Прям Mitrust-Storm был. Оп. И при помощи D4 дожимает. Интерфейс PS, если ты про кнопочки, то это, ну, не показатель. Ты же знаешь, что в стимовской версии можно сделать кнопки любые, и плейховские, и xboxовские. И клавиатурные. Не, я не знаю, на чем они играют. Обычно, если играют на плейхе, то PlayStation, Sony PlayStation, они объявляются в спонсорах. Но здесь спонсорства PlayStation нету. Так, Лоу, стендап. Оп. Почти убивает Пика, бросочек рвет. Рейдж драйв, все, перетерпел Пика. Оп! Воздушный фаербол, окей. Какими модами? Не модами. Ты просто в стиме ставишь раскладку и все, ну, какую хочешь. То есть, хочешь, ставишь PlayStation, хочешь, ставишь ПК-шную, не модами. Это внутренняя функция самого стима. Ну, у меня, по крайней мере, она есть. Я могу в игре поставить и такие кнопки, и такие. Так, бросочек рвет. Ой-ой-ой, одно Б3 и Mitrust-Storm будет мертв. Понимает это Пика. Ему надо один раз Б3 пихнуть. И все, и смерть будет сразу. Вот она, Б3, и все, домой. 1-0.
Хорош. Где это ставится? А там это, в настройках этого Стима, там, короче, куда-то там настройки контроллеров, и там выбор раскладки, короче. 1-0 в пользу Пика. Кстати, его никнейм напрямую связан с покемонами, ну, типа Пикачу, Пика-Пика. Попробуй. Ну, я, по крайней мере, ставил, не знаю, у меня работало. Я себе сначала там ставил этот, ну, по умолчанию там Xbox-овские фигня это. Я по умолчанию сначала ставил Xbox-овскую, но потом, короче, переключал на плеховскую, и там плеховские кнопки уже появлялись. Бесконечную, естественно, арену против Гиза Ховарда. Все-таки бесконечную арену надо брать в основном. Так. As we see, you see Geese there with the Joker hair, the slick back hair. Joker hair. Yeah, slick back. Окей. Okay. Сразу вниз вперед 4 начинает Mitrust-Storm. Перри использует Пика, Паниш. Это очень больной лоу. Очень ансейфовый лоу, точнее. Так. Бросочек. Вот вниз вперед 4 хороший инструмент у Нины для того, чтобы вот эту дистанцию держать. Ну, у Нины и прочих персонажей хороший дак и хороший паниш. Посмотрите, Mitrust-Storm очень хорошо готов к Гизу Ховарду. Прям видно, что изучал его. Знает, в какой стрим-серии надо пригнуться, где надо что делать. Гарантия. О, нет, нету гарантии. Чего? Непонятно, что это было сейчас от Mitrust-Storm. И вивпаниш шикарный. Отсайдстепил Рипукен, завивпанишил лаунчером. Красава. Отлично. Много дэмэджа снимает. Метра пока у Пики нету. Так, лоу заехал. И еще один лоу. Заблочил Mitrust-Storm. Видите, как сразу легче дышится, когда стен нету, и ты против Гиза Ховарда или там против Акумы играешь. Плюс на блоке. Ох-хо-хо, Перри использует Пика. Здорово. Ну, как правило, после плюса, естественно, все лезут, поэтому неудивительно, что Перри использовал. Бросок. А, нет, рвет бросок. Mitrust-Storm. Метр тяжело набрать пики в данных условиях. О, Бикантер хорошо заходит от Mitrust-Storm, дропает. Но, может быть, это был такой хитрый ресет, а не дроп. Еще плюс. Ой-ой-ой. Ох, ничего себе. Кстати говоря, побоялся сейчас Перри использовать второй раз этот Пика после плюса. Ну что, пора брать арену этого Гиза Ховарда. Что-то там Пики объясняет. Столько тренеров здесь вообще образовалось. Yeah, so as we were talking about in game one, there, KOS, if you lose the first game, your opponent gets the choice then for the final game. If you do go ahead and win the second game. Вчера мы видели у Пика эти татуировки, и у него на руке татуировка Пикачу. Татуировка Пикачу, электричество и покебола. Ну, то есть, понимаете, да, откуда у него этот... такой никнейм. Ну что, тренер все рассказал. Чё, где, как, куда. И поехали. Tenure, buddy. That's the official name of the back 3-2. Let's go. From now on, 1-1. Но сейчас, конечно, уже тяжелее будет гораздо Mitrust-Storm'у. Все-таки это не бесконечная арена. Стены достаточно близко, поэтому...
All right, ladies and gentlemen, Howard, a state final game between Pika and Mitrust-Storm. Ой-ой-ой, Italy versus Виспаниш. Belgium. Перри сделал пика, но слишком рано. Так. Так. О, как агрессивно начинает Mitrust-Storm. Еще плюс на блоке. Еще лоу. Ой-ой-ой-ой-ой. Полез пика сейчас на эту контрпоку. И пиксель остается. Одно попадание нужно. Да, и D4 дожимает Mitrust-Storm. Он понял так, что надо поагрессивнее действовать, чтобы не давать возможность оппоненту копить метр. Ой, хорошо. Хорошо, сбивает с воздуха сейчас при помощи 1-1 пика. Еще и стеночка. Так. Рвет бросок Mitrust-Storm. Но там не так много дамага, потому что с воздуха. Ой, еще раз с воздуха взял, поэтому тоже немного дамага, но тем не менее на стену повесил. И волспад получил хороший дэмэдж. Так, плюс. Лоу, ой-ой-ой-ой, пропускает Mitrust-Storm. Вот чисто мы наблюдаем здесь битву за инициативу. То есть у кого инициативу, у того и игра. Так. Репукен. О, Б3 заходит от пика. Есть конферм. Личный дамаг. Вау, ничего себе сетапчики. На окиземе. Так, контрхит от Mitrust-Storm. Плюс. Ой-ой-ой. Все, Путсис пошел. Еще лоу. Так. Понадеялся на еще один лоу пика. О, это матчпоинт для пика, и у него еще и 1 метр есть, что большое, что хорошее подспорье. На самом деле Паниш, стрёмненький Паниш был от пика, мог побольнее, конечно, всадить, но он решил метр все-таки поберечь. Сейчас метр сжигает на прессинг, в углу стоит Mitrust-Storm. О, как этот лоу прочитал Mitrust-Storm сейчас. Но этого мало. Так. Есть Паниш. Бросок рвет Mitrust-Storm. Ой-ой-ой, уже метр снова накопился у пика. Поторопился пика. И за это, конечно же, его наказывает Mitrust-Storm. Мало того, что отдал раунд пика, да еще и отдал впустую свой единственный метр. И вполне возможно, за этот раунд он его уже не накопит. Да, довольно бездарно отдал, на самом деле. Так, Репукен. Еще. Так, слайдом подъезжает Mitrust-Storm, тут хорошая опция у Мины. Так. Но метр понемножку копится у пика. Возможно, он, кстати, 1 бар и накопит. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. С воздуха забрал, ломай. Да, ломает. И тащит. Вот он метр. Блин. Одно попадание нужно пика, чтобы убить. Одно попадание. И вот оно попадание. Б3. Но там уже и времени просто-напросто не было Mitrust-Storm'у. Хоть что-то надо было делать. И, соответственно, он уже рисковал по полной программе. Ну что ж, 2-1. Пика забирает этот бой. И выходит на Уая, то есть на Акуму. In the European Tekken Cup, Pika moves forward. И таким образом Mitrust-Storm заканчивает свое выступление на этом турнире, занимая 9-е место. I'm sensing a trend. I'm sensing a trend, and with the next game we have coming up, I won't talk about it now. I know the players that are coming up because we have some highlights. We have a few other things to talk about. The next players у нас впереди следующий бой. Это Jopelix против Сефи Блэка. Я был очень вчера удивлен, что Сефи Блэк не вышел в плей-офф по винерам. Он вышел по лузерам. Напоминаю вам, что Сефи Блэк — это
Мигель, плеер из Германии. Соответственно, он взял в своей группе второе место, уступив Фризену, чему я был несказанно удивлен. Что же касается Jopelix, это финский игрок за Фенга, Клаудио и Зафину он еще также брал. Он прошел на третьем месте в своей группе, уступив Пика и уступив Супер Акуме, соответственно. Вот, проанализируем этот бой. Здесь, конечно же, Infinite Stage сыграл свою роль, понятное дело, и у Mitrust-Storm был шанс, на самом деле, вытащить этот матч все-таки в последнем третьем бою, в последнем раунде. Он мог вытащить раунд, потому что все-таки метра не было у Пика, и он дал ему накопить этот метр, что и стало решающим фактором. And again, uses the meter, not the best usage of there. Could have had a better felt there to get walls back. Again, a counter hit. Didn't that Mitrust-Storm spend it? И вот здесь вот, жаль, нам не показали, но здесь вот этот метр впустую потратил Пика, поторопился, он просто поторопился. Здесь уже 2 секунды, и, понятное дело, как мог, уже старался торопиться Mitrust-Storm. Ну что ж, Jopelix против Сефи Блэка. Делайте ваши ставочки. Бельгия против Германии. Соответственно, Jopelix игрок за Фенга. Клаудио. Ну, Клаудио это изначально его чарт был. И вчера он еще также Зафину взял разок. Сефи Блэк это Мигель плеер. Как я уже говорил, я был вчера очень удивлен, что он не занял первое место в своей группе, потому что это было бы более логично, но тем не менее он уступил Фризену, польскому игроку, за Стива Фокса. Но сосредоточимся на этом бое. Блэк, понятное дело, это only Мигель плеер, но что же касается Jopelix, то у него есть из чего выбрать. That's all of our you see the fair player knee stuck being in 2009. He's from that pool C, the boomer pool I like to call it. 2009, 2007 when they started playing. The boomer pool, but here we have Jopelix right there, starting Tekken 3. His favorite character is Feng. Wow, interesting. Ну что ж, Feng, конечно же, после последних патчей он очень силен. Это один из топ-чаров, прямо скажем. Сильный персонаж. Has what it takes to be on this big stage. You see Sefi Black, you know, over there. In the words of Rangchu, Sefi Black is handsome and his Tekken is strong. This should not be. That is what Rangchu said about that man over there. You know, it's unfair. К сожалению, не увидел, кого там взял Jopelix. But let's see if that is enough. To get him this game against Jopelix, this is important. This is Ого, Лео! Jopelix продолжает удивлять. Смотрите, сколько персонажей он уже показал. Он вчера показал Фенга, Клаудио, Зафину, а сейчас еще и Лео. Лео традиционно считается сильным персонажем, но ее берут не так уж и часто. Вот в чем проблема. И, соответственно, много сильных опций, хороший прессинг у Лео, но все-таки есть более перспективные чарики. Ой, как последний удар Jopelix пропускает. Так, поминг. Стоечку. О, вниз вперед 2 в кантер-хит. Заходит от Jopelix, и это смерть. Да, конечно, конечно. Хороший дамаг способен наносить Лео. Так, бросочек. Рвет на этот раз Сефи Блэк. Есть вив-паниш при помощи Wildstanding 4. A bit of perplexion coming out from Zeph. Of course, but look at this. I totally forgot the Jopelix Паниш опоздал. Опоздал. Буквально на пару карт. О, биг кантер-хит заходит от Сефи Блэка, на стенку кладет и биг дэмэдж. Огромный дамаг. Паниш есть в Wildstanding 4, но мало хп было, однако не побоялся возможного рейдж-драйва Сефи Блэк, посмотрите. Так, бросок, не рвет бросок Jopelix.
Панишка нет? Нет. Real close, compact Tekken right in Zeffy Black's face. Ох, вот она стоечка. Почти прям захайкрашил Jopelix. Чуть-чуть бы раньше стоечку засетапил, попал бы биг лаунчером. Есть контрхит от Jopelix. О, как сайдстепнул Сифи Блэк. Но рейдж горит уже у Jopelix. Так, однако, вы посмотрите, совершенно не боится рейджа Сифи Блэк. Он что в предыдущем раунде прям не побоялся этого рейдж-драйва. Что в этом раунде сразу при помощи лоу всадил. Yeah, we got the rain here now in the Dragon's Nest, the potential final round. Zeffy Black. Паниш, чем смог, дотянулся Сифи Блэк. Уже понял, что опаздывает, поэтому лоу пихнул на всякий случай. Так. Ох, каунтерхит. Пытается вот этот вот со стойки, вот этот лаунчер засетапить Jopelix, но... Паниш? Нету паниша Jopelix. Ах. Слишком долго. Ну вы посмотрите, как прессит Сифи Блэк, а? Да, он иногда ошибается, ну, не то чтобы ошибается, иногда Jopelix вот эту вот стрим-серию дакает, но профита 0, просто 0. Привет, Бенш. Но сегодня я поставил этот китайский сервак, Егор. Я перед стримом попробовал японский, что-то он как-то заруинился. Не знаю, поставил этот китайский. Он вроде нормально. Не, просто иногда проскальзывает у меня здесь это желтое соединение. Вот, иногда красное соединение, но ну, вроде не так критично. Да, или Китай, или Гонконг, что-то такое, да. Не, Япония сегодня, да, подводит. Вообще, я уже там снижал битрейт, но нет, сегодня, короче, там китайский, ой, или гонконгский, короче, сервер тоже иногда, ну, когда как работает, но сегодня вроде работает. Этот корейский иногда еще я ставлю. Он тоже иногда работает. У меня вчера вообще прям, Егор, капец, у меня 2 раза просто соединение падало вообще на ровном месте. 3 раза падало. Вообще, это просто капец был полный. Блин. Как называется? О, контрпик. Да, гонконгский. Короче, ХКГ 06. ХКГ 06. Видишь, у тебя вчера норм. У меня вчера вообще не норм было совершенно. Трейд. Джеб. Ух, куда полез? Но вот у Jopelix есть какая-то проблема, видите, он то ли в стрингсерии, он часто уже в стрингсерии лезет, часто. Да, нет, что ли? Так. Не, у меня вчера жопа была, Егор, вообще, капец, когда я этот рестримил, вот этот вот пулы European Tekken Cup, вообще, вот, ребята подтвердят, у меня там падало только так соединение. Только ночью наладилось, кстати. Так, лоу, D4. В целом очень уверенно Сифи Блэк чувствует себя, он просто прессит направо и налево. Жесть. Что самое плохое для Jopelix, то он очень часто в середину стринги пытается влезть, но каждый раз контрхит отъедает. Джеб-джеб. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что такое, Jopelix? Джойстик? Нет, все нормально, он просто стоит. И контрхит. Биг кантер заходит. О боже. Рейдж еще есть, но... Выжил как-то Jopelix вообще. Привет, Дио. Магическую четверку попытался получать Сифи Блэк. Так, хоуминг, заходит мидовый. Оп.
Трейд. Все, жмет. Jopelix. Хопки! Найс. Он как будто знал. Ага. Хоминг. Ой, хоминг, говорю, вайлран. Найс. Ах, он рассчитывал волбаунс получить. Ой-ой-ой, четверочка зашла в контрхит. Тихо. Рейдж горит, и рейдж драйв пропускает Jopelix. И это конец, конечно же. Конец. Ну что ж, Сефи Блэк довольно уверенно, если уж на то пошло, забрал этот бой. Jopelix, зато он продемонстрировал нам Лео и, соответственно, занял 4-е место. Вообще интересно у него подбор персонажей, капец. Фэнг, Клаудио, Зафина, Лио, такие разные чары. Чё он ими всеми играет? And yeah, played that so well. And I think Black actually, when I spoke to him yesterday, he was like, Jopelix was the one guy I didn't want, going into the losers side. But from that. А впереди у нас следующий матч. Это Драконис за Хейхачи Мишиму против Kaneandtrench за Yoshimitsu. The layer was the choice to start off with. Very nice work from Jopelix. Like, maybe could have stuck with the character, but I think hindsight is 2020. You can say whatever ifs and buts for candy and nuts. We'd all have a Merry Christmas. As you see, Steffi Black. Ну, не то чтобы без мейна. На самом деле, Клаудио это его, по сути, мейн. В какой-то момент он на Фенга переключился по понятным причинам, но все-таки к Клаудио он чаще возвращался. Здесь проблема скорее в том, что плохо у него очень наигран матчап с Мигелем, это прям видно было. High walls that combo, but the rage drive took him up. Как хоп-кик. На предикт качал Сефи Блэк. И тут уже рейс драйв, да, на контрхит поймал. Ну что ж, Драконис против Кейна. Делайте ваши ставочки. Драконис, напоминаю, это нидерландский, голландский игрок за Хейхачи Мишиму. Редкий персонаж. Весьма редкий, я бы так сказал. Он занял 3-е место в группе с Chickenmaru и Соной. Его оппонент, великобританский игрок Kaneandtrench, занял 2-е место в группе с Уайем и Гриком, уступил Грику. Соответственно. Kaneandtrench, игрок за Yoshimitsu. Ну и вчера разок он взял Ноктиса, и это было дико странно, проиграл он за Ноктиса. Вообще, Kaneandtrench я считал все-таки одним из фаворитов вообще данного турнира, но, к моему удивлению, вчера Griec из Испании, испанский Josie плеер, показал такую великолепную игру, что я аж засомневался в фаворитах. То есть он убрал Kaneandtrench просто как и всех остальных, и это было дико круто, поэтому Griec сегодня, я с нетерпением жду его игру против Фризена, у него есть все шансы на то, чтобы занять высокое место. Ну а Драконис против Kaneandtrench сейчас будут играть матч за выход в топ-8. Победитель выходит на Сефи Блэка. Из таких явных фаворитов только Супер Акума является сейчас тем фаворитом, который в винерах сейчас находится. Довольно нестандартно складывается турнир, но, наверное, это и в какой-то степени хорошо. Итак, гоу. Так. Нету вивпаниша от Дракониса. Вообще, за Драконисом наблюдать, как он играет за Хейхачи, это всегда интересно, потому что все-таки такой персонаж требует того, чтобы за него хорошо играли. О, анблокабл от Kaneandtrench. Так, вот оно, флешперри. Вчера Kaneandtrench ни разу не сделал флешперри, вообще ни разу. Но сегодня наконец-таки мы его увидели в первом же раунде. Так.
Здесь, конечно, осторожно надо прессить Yoshimitsu с учетом того, что какой инструмент у него есть. Я про флешберри, конечно. Ой-ой-ой, не сломал пол. Драконис лоу. Еще лоу. И рейдж драйв все-таки всадил Kaneandtrench. Заэведил хай. За хай крашнул. И, соответственно, первый раунд. Спинкиком поднимается Драконис. Вот оно, еще одно флешперри заходит от Kaneandtrench. Просто жесть. Но напоминаю, что, естественно, на вифе можно наказать этот флешперри. И, соответственно, если его бейтить, то будет больно. Вниз вперед 2. Контрхит от Kaneandtrench. И он забирает еще раунд, конечно. Найс. Хорош. Вчера его Kaneandtrench очень много респектили, ожидая его флешберри, но он так ни разу его не сделал. О, как коленочкой врывается Kaneandtrench. Ломай, да, ломает последний этаж. Ой, дропнул камбулинку сейчас Kaneandtrench, но лосплат получает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот это, конечно, забавно было. Хороший конферм от Дракониса. Трейд. Ой-ой-ой. Блин. Рейдж драйв. Плюс. Он ожидал флешберри сейчас. Ох, гарантия. И чуть-чуть хп. Ой-ой-ой. Не хватит. Достал. Он не достал. Вау. Просто жесть. Как это так? Вы видели? Драконис не достал этим мувом. То есть это Перри не сработало, ну, Перри Рейджарта не сработало именно потому, что он не достал ножкой. Ой, лалка. Это было так смешно. Ну ладно, сосредотачиваемся на этом раунде. Уже почти убивает. И, ух, как развел сейчас Kaneandtrench с вертолетиком. Это чистый миксап. И, соответственно, 1-0. Жесть. Но это было реально круто прям. Вот это моментище. Kaneandtrench такой, я сам не понял, как он так не долетел там ножкой, да? Ну, казалось бы, ведь Хейхачи ногой доставал, он должен был доставать, но он просто випнул. И это спасло Хейхачи. Ну, смешно, смешно. Kane's not going to be too worried about that. He took the round. He's moving forward. He's going to the second game on the precipice of fate. That is the stage that Draconis has picked. That's an unusual Это stage, было неплохо. right? It's the Buki Rocks. I mean, shout out to Bubsy. Yeah. So the selected stage now, Draconis, hoping to get back in here. Так. I mean, definitely saw a little bit of life there as Ну it что, came down to the Драконис, end of it here. пора тащить. Confirms. No problem. Хорошо, есть конфермы. Лоу. Ух, не дает выпрыгнуть сейчас Драконис. Жмет у стены. Ой-ой-ой-ой-ой. Контрхит как зацепил вообще непонятными кадрами. Вот он флешперри, но не успел Драконис. И рейдж драйв заходит от Kaneandtrench, и раунд в его пользу. Сразу коленочкой в лицо. Стенка будет? Конечно. И волсплат. Окей. Ох, unblockable. Все заходит от Kaneandtrench. Так, найс. Вот это хороший паниш был. И миксапчик. Бросок с вертолетиком. Напоминаю, с вертолетиком можно сделать и мид, и лоу, и бросок. Главное угадать. Лоу. Еще лоу. Паниш. Хайл свип блок. Наказывает Kaneandtrench, это матчпоинт для него. Очень уверенно пока что идет. Ах, почти заифпаншил, но вот оно, флешперри, еще одно, и Окиземе лоу. И таким образом Kaneandtrench выбивает Дракониса из турнира. Ну да, судя по всему, кстати, на PlayStation они играют, судя по звукам, которые мы сейчас слышали.
Это интересно с учетом того, что основные официальные турниры, они играли все-таки на ПК. Ну что ж, таким образом сформировался топ-8. Топ-8 это по винерам Супер Акума, Sona, Griec и Frizen, по лузерам Y, Пика, Сифи Блэк и Kaneandtrench. Двое Акумы все еще, в игре, двое польских игроков все еще в игре, как ни странно, с учетом того, что остальные игроки, представляющие свои страны, по одному человеку осталось. Мне кажется, сразу же, вот он момент этот, и просто мимо. Блин, это так вообще смешно было. То есть он какой-то, не знаю, миллиметр не достал ножкой до Рейчард Перри Yoshimitsu. Лау вообще, просто лау. Но это смешно зато было. Вот это моменты. И еще одна флеш-перри. Жесть, мне кажется, в какой-то момент Kaneandtrench запугал своего оппонента своими флеш-перрями бесконечными. Ну как бесконечными. Итак, кто у нас сейчас будет? Супер Акума и Sona? Я ну что ж, из 16 квалифицирующихся участников осталось только 8. Один представитель Франции, один представитель Финляндии, один из Испании, один из Бельгии, один из Германии, один из Великобритании и двое из Польши. Вот так вот. Кто бы мог подумать, что поляки на такое способны. Но, судя по всему, способны. Kind of consistently across most tournaments along the World Tour and even some events that aren't on the World Tour. But ladies and gentlemen, we are about to take a very short break. Но перед топ-8, конечно же, very short break. Небольшой перерывчик. My name is Sam the Ding, and of course I'm joined by Kwis, but don't go anywhere. We will see you in a couple of minutes. Так что 5 минут перерыва. Да, 10 минут перерыва.
Рекламная пауза заканчивается. Мы возвращаемся на European Tekken Cup. Топ-8. Топ-8 у нас впереди. Peggy 16. Вообще меня лично очень удивляло, как European Tekken Cup проходит без всякой помпы, там, без каких-то серьезных анонсов, турниров и так далее. То есть очень скромненько все квалификации прошли. Более того, очень скромно. Поэтому для многих из вас наверняка эти квалификации вообще незаметно прошли. Я-то их еле-еле отслеживал. Но тем не менее, такой вот опыт. Будет ли дальнейший опыт подобных European Tekken Cup'ов от Namco Bandai, неизвестно. Но сейчас у нас топ-8. In this last bracket of today. So without any further ado, let's welcome the players that have made it out on the winner's side first. Starting off with the French Championship winner, please welcome down to the stage Super Akuma. Супер Акума против Соны. Чемпион Франции, номер 1 французского региона. Супер Акума, игрок за Акуму. So far this weekend, please welcome down the second place qualifier in the Nordic regions, Sona. Второе место региона Nordic Region. Игрок из Финляндии, Sona, игрок за Эдди Гордон. Грек, испанский игрок за Josie. Второе место испанского региона. Frizen, победитель польского региона, игрок за Стива Фокса, соответственно, из Польши. Now on the losers side, Poland representing real strong, 2 players in the top 8. Let's make some noise for Y. Еще один польский игрок. Полузерам вышел. Y, игрок за Акуму. Второе место регион Бенилюкс, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Пика, игрок за Гиза Ховарда. Победитель германской квалификации Сефи Блэк, регион Германия, игрок за Мигеля. Победитель великобританского региона, Великобритания-Ирландия, Kaneandtrench, игрок за Yoshimitsu. Это топ-8. Regional representation in this exciting top 8 that we are just about ready to kick off. So let's throw it over to 2 of the best in the game, Spag and K-Wiz. Ну и, я так понимаю, мы начинаем с Супер Акумы против Соны. Супер Акума, немножко пару слов об этих двух игроках. Супер Акума однозначно фаворит, главный фаворит вообще всего этого турнира. Игрок за Акуму. Соответственно, он здесь самый главный фаворит. Что касается Супер Акумы, победитель региона Франция. Но куда более интересен его оппонент Sona. Вчера
он своей психологической атакой, своими троллингами и так далее просто сломал всех своих оппонентов и вышел на первом месте из группы, хотя изначально казалось, что он, возможно, даже вообще не выйдет. Но, тем не менее, это игрок за Эдди Гордо из Финляндии, поэтому, поскольку мы знаем, что за Акуму, игроки за Супер Акуму должны быть ментально очень устойчивы, здесь вопрос как раз-таки в том, что Супер Акума не всегда устойчив. И удастся ли эту психологическую атаку провести Соне сейчас против Супер Акумы, это еще тот вопрос, потому что вчера он просто психологически сломал своих оппонентов. Да нет, ставки тут не особо нужны, это так понятно, кто есть кто. Итак, вот он, Супер Акума. Я уже говорил, как он их сломал. Постоянно кичарджил, постоянно каждый, между каждыми боями там скакивал, что-то там орал постоянно там на соперника своих и так далее. Ну, то есть, так, психологически давил. Вот он, Сона. Ну и это, в общем-то, сработало на самом деле. Сона, я напоминаю, он занял первое место в группе против Chickenmaru, против Дракониса и против Оракла. Хотя изначально я вообще не думал, что он выйдет из группы, скажем так. Но он умудрился не просто выйти, но еще и выйти с первого места, победив Chickenmaru. Абсолютно хладнокровного Chickenmaru, но тем не менее даже он сломался в какой-то момент. Итак, поехали. Эдди Гордо против, собственно, Гоки Акумы. Оу, ничего себе, D.F.P всадил Супер Акумы. Ага, D.F.P. Вот это, кстати, очень удобно, что вот этот D.F.P. можно стойку релакса прям гарантированно сбивать. Держит вот этот тренч пока что Супер Акума, закидывает хадукинами. За Соне пофиг, просто лежит и все. Релакс, да, стреляй, как бы говорит Сона. Я подожду. Ой-ой-ой, полез Супер Акума хаями своими и сейчас просто налетел на этот лаунчер большой. Так. И вот оно, первый раунд, да? Оу. Так. Господи, там кто-то еще... В зале-то людей нету, а кто-то еще умудряется, знаете, там болеть за Сону. О, как с воздуха сбивает сейчас Сона, интересно. Так. ДП всаживает Супер Акума, выбирается из этого ада. Оп! Найс. Вовремя очень поднялся Сона. Так. Вау, увернулся от Хадукина, видели как? При помощи этой стоечки Сона. А ему вообще пофиг. Что-то сидит. Так. Паниш. Такой себе паниш на самом деле. Просто я не уверен, способен ли Акума чем-то большим запанишить этот релакс. Стенка будет. Есть волсплат. Хороший дамачок. Доигрался Сона. Ох, какой трейд. Ну, одно попадание. Вау, идеально отцепил Сона. Но этого мало, конечно же. Так, сайдстепит Сона от этих фаерболов. Все, надоело сайдстепить, просто лягу. Ой, приколист. Так, D4 на паниш от Супер Акумы.
Интересно, странно потратил метр. Паниш. Такой себе паниш на самом деле от Супер Акумы. Но я удивлен, что Супер Акума метр потратил в такой ситуации. Зачем это надо было? Так, спинкиком поднимается Супер Акума. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Наказывай, Супер Акума. Долго думал, слишком долго думал. Так, так. О, и хоуминг заходит. 1-0. Вот так вот. Вот так вот он ломал своих оппонентов. Ну, типа в кавычках. Эти сразу скакивает с места, что-то там орет своему противнику, там показывает пальчиком куда-то не туда. Ну, в общем, вот так вот. Не стал Супер Акума заморачиваться с ареной. Так. Но Супер Акума все еще опасен. Так. Оп, трейд, ничего себе. Хорошо приземлился сейчас Сона. D4. Ой, ничего себе, в последний момент этот Фeng пихнул Супер Акума воздушный. Так, лоу. Миксапчики поперли фот от Соны. Оу, баунс получает. Хорошо. На стенку положил. Ух, и D3 на Окиземе. Супа там. Орут. Ну, типа, болеет за Супер Акуму. Так. Один-один, и сразу же сайдстепнул Сона. Ой-ой-ой, блин, зря отменил Супер Акума. Он мог такой больной лаунчер прям всадить сейчас со своего фокус-атаки. Так. Подъезжает слайдом, и ДП всаживает Супер Акума. D3 заходит. Окей. Стенка. Да. Все, это смерть похоже. Ах, нет, Ацумака не зашла. Но пауэркраш. Как увернулся от пауэркраша Сона. Однако на сайдстепе вправо поймал сейчас своего оппонента Супер Акума. Серафим, спасибо большое за рейд. Спасибо. Так. Есть вивпаниш и есть второй вивпаниш. Ну, Сона заигрывается немножко. Заигрывается. Ой-ой-ой. Стенка, ломай. Ах, нет, не сломал Сона, не сломал, по-моему, сам не ожидал. А вот Супер Акума будет, конечно же, ломать. Есть конферм. Окей. И стенка. Хорош, хорош. Ох, какая больная камбулинка от Супер Акумы, а. Поймал. Поймал Сона на рейдшарта. И раунд забирает Сона. Казалось бы, тут 3-0 по раундам уже для Супер Акумы и все. Но нет, рейдшарт всегда есть. В такой ситуации он может помочь. Оп. Закидывает проджектайлами. Супер Акума. Он на самом деле в данной ситуации ему выгодно закидывать проджектайлами. Есть D4 паниш, потому что он же копит метр за счет этого. Ко всему прочему, и хорош. D1 конферм от Супер Акумы через FADC. D3. Фаербол красный. И хороший вивпаниш. Ух-хо-хо! И все равно рейдж-драйв достал от Соны. Ничего себе. Паниш. Вот такой себе паниш, конечно, с плинкика заблоченного. И еще и в хит пропустил. Так. Ну что, одно попадание. Одно попадание нужно Супер Акуму. Ой-ой-ой, какой лаунчер заходит от Соны. Камон, да ты что? Но нет. Не дал. Не дал Супер Акума камбэкнуться. И теперь уже Супер Акума там издевается над оппонентом. Ну что, бесконечную арену пора брать. Какой-то вот Сона нервный. Ну, нервный в том плане, что на каждый этот реагирует как-то слишком эмоционально. Головой трясет, что-то там кричит, вскакивает и так далее. На мое удивление, не бесконечную арену взял все-таки Сона, а арену
ломающимся полами. Forbidden Real. Не знаю, стоило ли так сейчас делать, но, может быть, у него есть какой-то план. So it's all drama here. It's a big drama show in Lyon, ladies and lads, for the European Tekken Cup Winners semi-finals. Final game incoming. Finland. Ну что ж, поехали. Напоминаю, что победитель этого боя выходит уже в топ-3. Ага, D1 заходит от Супер Акумы. Так, нету паниша от Соны. ДП. Хороший паниш. Так, вот обратите внимание, Сона, ну, казалось бы, так коряво играет, но черт побери, он же дошел до топ-8 по винерам. Так. Хорошо. Метр накопил Супер Акума. И мало хп остается. Идеальный. Идеальный вип-паниш. Прямо он достал ножичкой. Закидывает фаерболами. Копит метр Супер Акума. Есть D4 на паниш. Оп. Видите, он держит такую дистанцию. Ой, хорошо, но запорол конферм Супер Акума. Супер Акума пытается такую дистанцию держать, чтобы ничем не достал Эдди. И только с такой дистанции кидает фаерболы. Хорошо. Каунтерхит. Стеночка. И ломает еще пол. Еще волсплат. Найс. Ах, не убил. Не добил. Рассчитывал добить. Однако пауэркрашем дожимает все-таки Супер Акума. Просто 2 раза D4 всадился в Супер Акума. Ой-ой-ой. Еще этаж. Еще стеночка. Чего? D-кик мимо. Развлекается Супер Акума по полной программе. И все, потерялся Сона. Совершенно потерялся. Нету вип-паниша. И тибэги поперли от Супер Акумы теперь уже. Так. Ой, метр не туда. Так, один. И одно попадание нужно Супер Акуме. Паниш при помощи фаербола. И такой... Что сказал? Что ты там сиранул? Дожимает Супер Акума. Спокойно. Без лишнего стресса. Ну, в кавычках, конечно. О, боже мой. Жесть. Итак, таким образом, Супер Акума выходит в топ-3 по винерам. В принципе, он идет пока достаточно стабильно. Ну, а Сона спускается в лузера. If we just check out the replays, this is going to be very interesting because Sona was doing a lot of his tricks and they were working. Super Akuma didn't punish well in this first match, and I told him before. Такое чувство, что в первом бою Супер Акума немножко был обескуражен тем, как за Эдика Сона ловил его на сближении. Кидает фаербол свои в никуда. You know, see a lot of this working out, but then eventually he did become ready for the Eddy. You see they tried to down 4, gets hit mid wall splat, and he jumps up. It was every single round that he won. He got up. If I was so, I'd be tired at some point. Like, I need to stop standing up. I need to just play the game, bro. You know what I mean? Но Супер Акума, смотрите, не расклеился, быстро отомстил своему оппоненту. Довольно-таки. И, надо сказать, весьма уверенно. Использовал его же оружие против Сона. Успел всадить все-таки Сона. Вот здесь мог скамбэчить. Мог скамбэчить на самом деле. Sona took some massive risks which he didn't need to take, and then slowly, you know, Super Akuma broke his mental and broke him down. It's crazy. That's the first game Sona's lost. Да, как мне кажется, вот эту арену зря Сона взял на последний бой. Надо было бесконечную брать.
Slap of the hands. Yes. And he stands up. He's like, oh, and he's like, I can't hear you anymore. You know what's crazy though? Sona is a very nice guy, you know. He just is. Что ж, а у нас впереди второй полуфинал Венерок. Это Грик против Фризена. Грик вчера показал невероятно сильную игру. Это испанский игрок за Josie. Он вчера показал, ну, поистине высший класс. Убрал Kaneandtrench, Waya и D.F.P, причем всех убрал без особых вообще проблем. Настолько он был силен. Вот. Единственное, что с Kaneandtrench пришлось чуть-чуть повозиться, но тем не менее довольно-таки легко. Его оппонент — это польский игрок Frizen, игрок за Стива Фокса. Frizen, игрок за Стива, он вышел на первом месте из группы с Сифи Блэком, Mitrust-Storm и D.F.P, то есть Дата. И интересно то, что все-таки он сумел выйти с первого места в группе против Мигеля, против Сифи Блэка, точнее. Несмотря на то, что Сифи Блэк был однозначным фаворитом этой группы. Но, тем не менее. При том, что Frizen, как ни странно, проиграл Mitrust-Storm, что позволило Mitrust-Storm набрать очки для того, чтобы выйти по лузерам. You'd think of them when you think about Spanish Tekken early on in 2017-18, even in Tekken Tag 2, you know. But then Griec kind of stopped playing the game for a while, but he's come back, and we all know how good he is. This guy is someone who has insane execution. Even Tekken Tag 2 was punishing -13. Но насколько я знаю, не только Josie есть у Грика, но вчера он настолько прям за нее показал класс, что я думаю, что он сосредоточен на этом турнире только на ней. И по вчерашней игре это один из самых стабильных игроков вообще. И один из тех игроков, которые, ну, судя по вчерашней игре, этот самый Грик может рассчитывать, в принципе, на топ-3 вполне. He said that there's two people that people always say look like him: Ryan Gosling and Harry Kane. Harry Kane. Yeah. But I was talking to Bobsy yesterday, and he just went, Frizen looks like Harry Kane, you know. Bobsy said to Frizen, you know, you remind me of. Ну что ж, никаких сюрпризов, естественно, это Стив Фокс и, естественно, это Josie. Так, погнали. Да, на Райана Гослинга реально похож, да, похож. Вчера еще это отмечали, да. Let's go. And he said that he was feeling like he knows the matchup here for the Josie. You know, that's one Конечно же, как эвейдит сейчас Josie. Но Frizen знает, что надо аккуратнее прессить здесь. Вообще говоря, найс, хорошо, присел под хаем этому Frizen и наказал. Вообще говоря, Frizen, играющий за Стива, Стив Фокс, это все-таки рашдаунер, очень серьезный. Но не надо забывать, что ключевой момент против Josie — это передвижение. Они нужны. Если ты действуешь линейно, то будь уверен, она тебя просто уничтожит. Понимает, это Frizen. Ой-ой-ой, второй лаунчер на ровном месте заходит от Грика. О, боже что мой. Big damage. И вы посмотрите, как на сайдстепе поймал сейчас Грик. То есть этот мув, он не должен был сейчас зайти, но слишком близко было, поэтому он потречил, потому что он бьет по трекингу с левой стороны, а Frizen в другую сторону степом. О, хорош, хорош. Вот сейчас отличный сайдстеп был от Фризена. Лома. Ой-ой-ой. Почти убил, но тем не менее перфект. Хорош, Frizen. Найс. Отличная лоу-перри от Фризена. Так. Бросок не рвет Грик. Так, опоздал с вивпанишем Грик сейчас. Ждал продолжения стринг-серии, потому что...
Очень много сейфовых опций у Джози, конечно. Тяжело ее там панишить. И при этом продвижение хорошее. Оп, рейдж-драйв. Все, Frizen рвет бросок. Перетерпел все. И бросок в ответочку рвет Frizen. Найс, хороший сайдвок был от Фризена. Прекрасно, прекрасно. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Найс, не доконфермил Frizen. Плюс. И рвет бросок Frizen. Помнинг. Новый кап-троечка. И еще прессинг от Грика. И на этот раз бросок не рвет. И это смерть. Этот бросок волс платит. Соответственно, убивает. Убивает Грика. Really getting into it now, and I think Frizen shaking his head, thinking maybe should have had that round. I think Griec is someone Frizen. I think in turn might be very difficult. Покачал головой недовольно. Такой, надо было рвать. Райан Гослинг точно бы порвал. He's going to butterfly edge or do that sway back, and it's going to interrupt your rhythm, and it's going to interrupt your flow. And even if he doesn't do it, the threat of it being there makes you switch the option you wanted to do in the first place. So Griec is doing a good job right now. Ну что ж, меняет арену. Призову говорят, бутылку-то убери от камеры, ты что? Ну что? 1-0. Напоминаю, что на кону здесь стоят хорошие деньги. 25 тысяч евро. Как-никак. Оп. Стенка. Ах, нет, до стенки не довел, но там все равно бы быстро упала бы Джози со стенки. Так, так. Ах, он ждал какого-нибудь мува, Грик, для того, чтобы завипанчить. Хороший сайдстеп от Фризена и отличный конферм. Куда полез? Хороший дамаг. Так, так, рейдж-драйв. Зацепил ведь. Как запутал сейчас Грик. Жесть. 25 тысяч евро за все про все. На всех. Так. Трейд. Так, есть вип-паниш. Очень осторожен. Смотрите, как осторожен Frizen. Там ткнул, тут ткнул. Завип-панишил джебами и все. Так, так. Ах, ведь присел под хаем Грик. Успел. Так, Вейда использует Грик. Вы посмотрите, хороший сайдстеп демонстрирует Frizen. Но этого очевидно мало. О, а почему? Он ведь сконфермил, но дальше почему-то остановился. Но, тем не менее, все равно дожал Frizen. Бросок там не порвал Грик. Кстати, это мы отмечали и вчера, что Грик не так стабильно рвет броски. Так. Какие сайдстепы-то у Фризена. Оп, вниз вперед 2. На вив-паниш от Грика. Стенка. Почти. Оп, бросок. Есть паниш. Лоу. Да, и мид. Мидом дожимает Грик, это матчпоинт для него. Ой-ой-ой. Снова с контрхита он начинает. Так. Ух. Рвет бросок Грик. Каунтер-хит лаунчер. Окей, стеночка. Биг дэмэдж. Найс, найс. Так. Так. Ой-ой-ой, бросочек. Еще бросок. Не рвет бросок. И это пиксель остается, да. Спиной поднимается Грик. И, соответственно, там уже он не мог заблокировать этот мув на Оки. Ну что ж, 1-1. Отыгрывает Frizen один бой. Прекрасно. Interesting there, but what's he going to do? He looks like he's going to counter select. He's going to go to the Asuka. He's going on the Asuka. No, he's gone straight to Josie. I didn't think so. Yeah. You know, I think the Josie's done so much work this weekend. You've got to stick with what's been working. If it ain't broke, Так, don't fix ну it. что? Do not fix it. Yeah.
All right, well, you know, that also gives Frizen an opportunity to take a bit of time as well and take a breather. Both gentlemen definitely need to think about what they're going to do in this last match. We're going to the jungle outpost. The balcony breaks are in play. The wall breaks are in play. Big deep breath from Greek. Frizen looking very concentrated now. Who's going to make it into the winners finals? Will it be Poland or Spain? All to play for. Итак, Frizen and Greek. Man, I've been seeing Frizen grind the game, and he's been going to so many tournaments as well. It'd be huge if he was able to make it in Greek as well, though. Letting people know he's still here. He's still a top player in Europe, and nobody should forget that. I think we've seen so many new players coming out recently, especially from places like Germany, that we forgot about these older players, man. They've been around for a while, and they're still here. They're doing the best they can. Ну вот, кстати, Frizen демонстрирует очень хорошее противостояние Джози, ну, в том плане, в плане передвижений. Хорошее передвижение. Ой-ой-ой, как обманул. Блин, второй раз дропает он эту комбу. Как так? Фигурку Элвиса. Ну, если только Элвис так, с таким лицом когда-то был. Оп. Рвет бросок. О, рейдж-драйв, но с воздуха, да, там неудобно было конфермить. Да. Рейдж-драйв, конечно, зашел, но в воздухе была в этот момент Джози, и поэтому там не так просто было и сконфермить, и дэмэджа не так много. Есть вив-паниш, контрхит. Так, рвет бросок Frizen. Оп! Ой, как хайкрашнул-то, ёлы-палы. Ох, больно, ох, больно. Как же ж больно. Но... Хорош. Сайдстеп вправо, волбаунс, лоу, заходит, гарантия. Еще лоу, еще гарантия. Пиксель! Оу, вау! Ничего себе! Вот это камбэк от Фризена был. Великолепно. Хорош, Frizen. Стенка. Ох, биг дэмэдж. Пол хп уже нету. Обескуражил Frizen Грика своим камбэком. Обескуражил. Потерялся Грик. Потерялся совсем прям. И теперь уже матчпоинт для Фризена. Так. Есть же паниши от Фризена. Оп. Ах, не наказал, не успел. Паниш сейчас, да, есть же паниш. Все. Хороший, хороший сайдстеп от Фризена. Идеально. Так. Оу, вау. Ну ничего себе, Frizen, как же он хорош. Как же он был хорош. Понимает. Понимает Грик, что он ошибался здесь уже. Предпоследний раунд он буквально сдал. Ну, потому что такой камбэк Frizen сделал, что... Грик немножко расклеился в этом раунде. Этот раунд был отдан, по сути говоря. Но, тем не менее, в последнем раунде были хорошие шансы, но не реализовал Грик. Ох, жесть какая. Ну, Frizen хорош, прям ничего не скажешь. Очень хорош. Getting the recognition that he deserves as a top player from the European region. You know, he's from the East European region as well. And usually what we see a lot of is the West Europeans getting a lot of. Ну и таким образом, внезапно, друзья, польский игрок в топ-3. Вот так вот. Хотите верить, хотите нет. Польский Стив. И несмотря на то, что Грик, ну, прямо очень здорово начал. Но вот эти сайдстепы сделали свое дело. Отлично сайдстепил Frizen. Прям отлично. Ну, мы вчера еще насчет хитбокса, мы вчера еще обсуждали это. Такой самопальный у него хитбокс, классный. Очень-очень тонкий. Ну, видимо, удобно ему играть. I think it's so like old the way that he plays, you know what I mean? Like he's still playing like with that season 1 Josie mentality. It's kind of like a throwback, like still doing stuff like switch 2 into hop kick. He didn't do it this game, but there was an opportunity it actually would have worked. It really reminds me of Blackbeard in season 1. The way he's playing Josie, dude. And maybe a lot of people have forgotten how to play against the character because again, not many people use her. But Frizen adapted well, man. It was 7 for Greek. He was so. Ну вот прям Грик буквально держал уже в руках у себя победу.
победу. Но, тем не менее, не дожал. Yeah, but he broke side throws consistently. Kind of weird, isn't it? which is so interesting. That crouch dash dude was doing a lot of work for Greek. And you see, it was a huge life feed for Greek, but Frizen just clawed it back, brought it right back to final, makes it the down 2-1. Поднялся вот Грик, и он на самом деле мог сейчас вот этот вот мув сделал, но активные кадры прошли, и поэтому, видите, получился вип-паниш у Фризена. Жесть. Сильно. Ну что ж, а мы пока что переходим к сетке лузеров. Y против Пика, еще один польский игрок. Напоминаю вам, что Y это игрок на Акуме, против Пика игрока на Гизе Ховарде из Бельгии. Делайте ваши ставочки. Акума против Гиза Ховарда, Y. Польский игрок за Акуму. Такое 2D противостояние. Кстати, нечто подобное мы видели и вчера. Вчера был бой между Акумой и Гизом тоже. Two players from Poland. The only region is Poland that currently has both their representatives in the tournament right now in this top 8. So yeah, we got to give respect to them. Кстати, Пика против Супер Акумы вчера играл, ну и, по-моему, проиграл даже. You know, they have some great tournaments there. We've both been there, commentated at in Warsaw. Shout out to Skriba and the gang there, the Tay fighters and all of you guys, man. Much love to all of them. The Poland scene is very nice. Ну а теперь его ждет еще один Акума, на этот раз уже польский. I know Yoshimitsu telling me about how she ran a Tekken 3 tournament back in the day with 400 players that used to sign up, man. I mean, these guys have a long history and of Tekken in that country. Yeah, and it shows in the way their players are performing right now, the way their players are performing in general. Кстати говоря, даже нету никакой информации по поводу того, как распределяются вообще призовые. Что интересно. Poland's Y going up against Pika from Belgium. Let's go. Let's get this one started. It's going to be a 2D battle. The Akuma versus the Geese. Yeah, both players stepping onto the stage. 2D битва. Битва 2D персонажей. Акума против Гиза Ховарда. А в какой файтинг мы играем? В Tekken 7. I guess we see them both about to get ready. And I'll tell you what, KBS, these guys, they have history. The IESF European qualifier. Провод совсем запутался у этого, у Вая. Такой, блин, слишком длинный провод, все запуталось. Yeah, I mean, I think with these two, I think Pika he's very confident in the Akuma matchup. As much as you might not like playing against the character, he plays it very well. Конечно, чисто теоретически повыше классом вроде как должен быть здесь Пика. Но, конечно, такое здесь утверждать, знаете, это себе дороже. But you know, Y as well, someone that cannot be counted out. You know, he's won multiple of the Vision Fight Club events in Poland. Yes. Those are players that have multiple players from Europe, other European regions come down. So Kang's gone down, Gosei, Joker, Super Akuma. All these players have come down to that event, and Y has ended up the champion of the last two events. So shouts to those guys for running that events, and shouts to Y for just, you know, being the hero of Poland in those events, defending the region. But let's be honest though, like when it comes to going outside of Poland, Y hasn't done necessarily the best. He's gone to London. Ну и Пика, да, большой любитель, видимо, соцсетей или что-то типа того. Человек нового поколения, никуда без своего смартфона, он даже между раундами там в смартфоне зависает постоянно. Листает смартфон. Кстати, смотрите, Y подозвал к себе Фризена, что-то с ним обсуждает активно. And you have actually Oracle actually stepped earlier to give Pika advice. Yeah, so that was this Spanish region helping the Benelux region. Yeah. So who's our ally here? Что-то активно обсуждается. Непонятно что. Lone wolves, yeah. Let's be honest, we have no allies.
And I think we've done a lot of damage to our relationship with the other regions. That's true, man. Brexit, innit? Yeah. and then just us personally. Yeah. Frizen тоже Damn it. телефон полез, Yeah. чтобы что-то чекнуть. Что-то проверить. We don't need to do anything. But yeah, Pika, let's talk about Pika a little bit, Kairos, because again, maybe people don't know too much about, you know, his journey and what he's been able to do. But I remember seeing him early Tekken 7, you know, playing Eddy, Leon, these other characters, and then when Geese came out, kind of ran with that character, getting really consistent, strong placements online. But the question always was, you know, how is that going to translate to offline when he comes offline? And actually, it didn't take long for him to start getting them placements. Да нет, ничего не сломалось, просто они что-то там обсуждали так активно. Не знаю что. Ну, Пика, он постоянно в телефоне, то есть любая пауза, он вечно в телефоне висит. А что касается Фризена, чего он в телефон полез, этого я не знаю. Но победитель этого боя выходит в четвертьфинал лузеров против Соны из Финляндии. Speaking of which, I actually played Super Kuma yesterday, and I had a situation where I think I did my raise dress, so I was plus on block, and I faked like I was hitting a button, and he did EXTP, so then I lost him for that. So there's stuff like that that could end up coming into play. In Pakistan, they say that they never want to play side to side. They said that in Arslan's training room they have a massive screen. Когда файт по лолу, неизвестно, нет никакой информации по поводу дат. Но с высокой долей вероятности могу сказать, что не в этом году, скорее всего, либо в 24-м, либо в 25-м, то есть одно из двух, но точно не в этом году. From Belgium, Akuma versus the Geese. And random select gets the Howard stage. Ого, смотрите как. Рандом селектом выпала арена Гиза Форварда. Но на самом деле обоим персонажам эта арена вполне себе устраивает. То есть что одному, что другому, это в принципе хорошо. Поехали. С Репукина начинает Пика. Уайт что-то встал как вкопанный. Так. Ванстендинг 2 в блок, но Пика не наказал. А вот сейчас есть наказание. Так. Ой-ой-ой, как же достал. И хорошо сконфермилось, кстати, у Пика. D4. Ой-ой-ой, сантьерить попытался джебами и за это получил сейчас. Рейчард всаживает Уай и должен забрать раунд. Окей. Yeah, I think Geese, just in general, his jabs are so good at floating Akuma. Out of the, I think it's why Pika does it so well, because, you know, if you just jab a neutral, Akuma's eventually going to jump. You're going to get the flow eventually. So that's why we see Pika get it so often. But one bar meter for both sides. Куда полез? Как будто Уай как будто знал, что сейчас полезет Пика на этот красный фаербол. Хорош дэмэдж. Мид на Оки. Так. Не дакает Хайт, кстати говоря. Этот Уай. Стенка. Будет ломать? Нет, не стал. Вместо этого закончил при помощи броска. Ой-ой-ой. Ломает стеночку Пика. Тащит до стены еще. Ах, не дотащил. D3. От Уая. О, дроп! О, какой тупой дроп! Жесть! Непозволительно дропнул, на самом деле. Очень непозволительно. Так. Оп, вау! Хорошо достал сейчас фаерболами, положил на стенку и еще ломай. Оп, оп, не стал ломать вторую стену. Сейчас Пика. Хотя мог. Но у него почти что 2 метра.
В отличие от Y, у которого вообще нет. Так. Так. Оп! Перемудрил немножко, но тем не менее метр накопил сейчас Y. Ил все сжигает. Так, так. Бросок рвет Y. Да ну, неужели поймал? Да, поймал Рейдшард, и он забирает раунд. Умри 1000 раз. Найс камбэк. Но метра больше нет у Уая. В принципе, он еще может накопить, а Пика сжигает свой первый метр. Пауэркраш. Ой-ой-ой, как пропускает Пика. Хорошо. Найс. Перебивает джебом сейчас Пика. И Б3 заходит в хит. Есть конферм через Максмут. Ах, фокус-атаку сжигает Y. Но ДП на реверсале. Окей. Демон флип-грэб. Не антиэрит Пика. И Б3 на вив-паниш. Хороший. Хороший вив-паниш от Пика. И забирает он раунд. Так. Но последний метр он потратит. Хотя он накопит еще 1 метр. Также как и Уайт накопит 1 бар. Паниш! Есть паниш джебами. Ай, тратит метр Вай. Впустую. И тратит, и Пика, ой-ой-ой, как ошибается с Тацумакой сейчас Вай. За это получает паниш, и мидом дожимает Пика 1-0. Pika can get a bit of confidence then, knowing, he's going to slow his heart rate down. You can see he's a little bit, the heart's pumping. Yeah. But you can be a little bit, happy about that. You got the win, even though you didn't punish optimally. Так. What we used to seeing Pika do with the решает менять арену Y. And getting hit with big damage. So, if he can tighten that one up a little bit, maybe this will be an easier match for him. But why? I'm sure he's thinking hard. He's been in this position so many times. We've seen why. Be in the loser side of grand finals, and bring it back, win it after a reset. So this guy has good adaptation abilities. Thinking hard, we're going to the violent systems. The violent systems. The violent. I mean, we are going to see some violence. Yes, 2D on 2D crime. Чтобы поменьше стен было, поменьше ломалось, поменьше дамага. 2D on 2D crime. We need to do something about that, man. Lock him up. Yeah, I agree. Так. Some say it's a bit too harsh. I say. Оп, сразу с броска начинает Пика. О, D4 на контрхит. Окей, дает камбу. Стенка. Восплат. Ой, пол хп. Уже нету Уая. Ох, как D4 перебивает при помощи D1 своего Пика. И еще и на прыжечку пропускает Уай и перфект. Ах, попытался сантиерить джебом сейчас Пика, но чуть-чуть рано пихнул. О, найс. Немножко дропнул, правда, но все равно сантиерил неплохо. Вот посмотрите, как респектит Уай. Есть вифпаниш. Так. Ой-ой-ой. Найс. D2 заходит от Вая. Оп. Хорошо протащил. B3 попытался хит всадить. И метр сжигает все-таки Пика. О, как ошибается. D3. Ну как ошибается. D3 пихнул Y, а Пика как раз таки уже в воздухе находился. И это матчпоинт для Пика. Перри попытался сделать Пика, но Y был осторожен. Вообще, на мое удивление, Уайт чересчур осторожен в этом бою. Ой-ой-ой, плохо дело. Плохо дело! И все, это смерть, конечно. Ну что ж, Пика выбивает Уая из турнира, и Уай занимает 7-е место. Ну, не расстраивайся, вдруг потом повезет.
Because I think he said you're next. Yeah, I think he's playing Sona next. He said you're next. So yeah, he's он там это, Соник кричит, что типа ты следующий, Эдди. The most disrespectful match of the entire And Pika actually used to main Eddy as well, so he knows what he needs to do there. Geese has good options there, so we'll get to that when we get to that. But ladies and gentlemen, we are going to be moving on, but let's have a look at the replays before we get there. And honestly, I feel like Pika was in control for a lot of it. Why he was getting rounds on the board, but usually because of mistakes that Pika was making. Yeah. 2 раунда Уай забрал первых 2 раунда при помощи своего рейдшарта. Still won the game, and I think that's a good thing. When you're still leaving things on the table, that means you can only get better from here. Как присел, здорово. Сейчас Пика. И вот сейчас в кантер-хит. I think that's a good idea because Pika does like to, you know, go for something cheeky after a throw break. Sometimes the throw is just a setup for you to break it and then him to do something to follow up. Why was aware of that. It wasn't enough to win him the game. Unfortunately, you see the down forward one close out very simple. Pika, you're breathing a sigh of relief there, and then the way he ended Да, после первого боя, мне кажется, что-то расклеилась уже совсем игра у Уая. Совершенно чувствовалось в его действиях какая-то неуверенность. Все-таки пауза не пошла ему на пользу. He's like, bro, you're plus 14. Stop doing 1-1-2 in that situation. Like, he paused the game and just Ну что ж, а у нас впереди следующий бой. Это Сефи Блэк против Kaneandtrench. Немецкий игрок за Мигеля против великобританского игрока за Yoshimitsu. Final game. The losers round 2, bro. That's gonna be a big one. Of the top 8. And Spike, we spoke about potentially the 2 best regions in Europe. Yeah, we did. It's gonna be, it's between Germany and UK is what we're saying right now. But Германия против Великобритании. Is it champion versus champion? It is champion versus champion. Champion of Germany versus champion of the UK. Да, и, кстати, это лучшие игроки своих регионов. То есть Сефи Блэк лучший игрок региона Германия, и Kaneandtrench лучший игрок региона Великобритания-Ирландия. All right, let's go. It's going to be a big one. It's Germany versus the UK here. And I know the UK is watching. I know the Germans are watching. I know AZM is ready to make a tweet if the UK Вообще, Сефи Блэк, как правило, очень и очень стабильно выступает. Но, тем не менее, он же оказался в лузерах. With the players right now. So this is, we'll say, the former number 1, the former best, undisputed best in the region going up against each other. But the number 1s of their respective regions from when it comes to the tournament. The champions from, we have the UK champion and the German champion, championship winner as well. So, you know, these two, there's a lot on the line right now. You know, this is more than just for the tournament. They are fighting for their entire country right now. That's, wow. Yeah. Wow. Yeah. Так, ну что ж. We'll have some serious words with him. Okay, what are you doing? How can you use the German? We're both going to walk up and give advice on the first game. All right, but you know, Kaneandtrench, a lot of people, it's surprising to me that people don't know who he is because I guess the scene's grown so much, but ladies and gentlemen, you need to know Kaneandtrench, Tekken World Tour finalist in 2017, someone that's beaten Knee on the big stage before. Damage Germany. Yeah, Damage Germany 2018. And people, and even Knee in an interview said, Kaneandtrench surprised me because I've never played a Yoshimitsu that was as defensive and solid as him, right? Так, победитель этого боя в четвертьфинал выходит на Грика. То есть здесь эта ветка лузеров весьма жесткая вышла. Грик крайне сильный игрок на Josie, но тем не менее проигравший Frizen. He took a break because of work, but he's back here for the European Tekken Cup. Seffi Black, and we're going to the Howard Estate once again, ladies and gentlemen. Germany versus the UK here for the losers. Top 8. Let's go. What's funny as well, так, ну что ж, снова арена Гизы выпала рандомом, уже во 2-й раз, как ни странно. Ну, посмотрим. Сразу же с броска начинает Сефи Блэк. И кантер-хит от Kaneandtrench. Так, лоу. Ух, трейд. И флэш-перри, но не успел наказать вифнутый флэш-перри Сефи Блэк. Напоминаю, что флэш-перри, по сути говоря, это хоть и называется флэш-перри... О, есть виф-паниш хоп-киком. То есть флэш-перри это, по сути говоря, не перри, это удар именно. Просто удар настолько быстрый по стартапу, что он может считаться как перри, потому что он очень быстрый и в кантер-хит дает камбу. Врывается Kaneandtrench.
Так, на стенку кладет. Оп-оп. Так, unblockable. Еще один unblockable хотел Kaneandtrench пихнуть, но не тут-то было. Сифиблэк перебил при помощи вейкап троечки в контер. Паниш. Хороший вейт и хороший паниш от Kaneandtrench. 1-1. Не, Сифиблэк-то по сути сильный игрок, на самом деле. Так, мид, лоу, в кантер-хит, и это гарантия. Конечно. Кумингами машет Сифиблэк. Он очень Ох-хо-хо-хо, как в контрхит заходит Kaneandtrench. А Сифиблэк очень осторожно действует, чтобы не сожрать это флэш-перри. Вив паниш! Перемудрил с крутилочкой Kaneandtrench. Паниш! Доигрался. Но, блин! Камон! Так, рейдж-драйв, все, перетерпел Сифиблэк. Вау, вот это камбэк от Сифиблэка. Как же он хорош был сейчас. Ничего себе. Сильный камбэк. Там еще стеночка вообще не так сработала, как он, видимо, ожидал. Ну, что значит звали, не звали? Это финалы не по приглашению, то есть он отобрался как лучший игрок в Германии, ну, своего региона. Соответственно, он квалифицировался. Прошел через 5 квалификационных турниров. Так, бросок. Ох-хо-хо, магическая четверка заходит от Сифиблэка. Хорошо. Так. Найс, лоу краш. И... Вау. Такой кроссандер получился сейчас у Сифиблэка, и это 1-0. К тому же тут надо понимать, что считать проигрышем. Ну, то есть, как бы, считаешь ли ты второе место, например, в турнире проигрышем, там, или третье место в турнире проигрышем. Я понимаю, что есть такое понятие, как победитель только один, но конкретно вот в таких турнирах, ну, вообще в файтинговых турнирах, я лично никогда не считал, что все, кто ниже первого места, это проигравшие. Да нет, почему? Не сказал бы. Так. О, хопкик заходит, но, блин, не доконфермил Kaneandtrench сейчас. Что интересно, как-то промахнулось так. Прессинг от Сифиблэка. Так. Ну, я-то привык смотреть только турниры, по сути. Так, лоу. Окей. О, хорошо перебил джебами сейчас Сифиблэк. Эвейт, спин. Напоминаю, что этот спин эвейт у Yoshimitsu, он эвейдит вообще все. Найс! Как в контрхит. Вот это мы, кстати, отмечали и вчера. Сифиблэк вообще не боится рейдж-драйвов, и он очень часто их перебивает. Стенка, есть волсплат. Ох-хо-хо. Сколько дэмэджа. Выбирается от стены сейчас Kaneandtrench, лоу перри. Помогает. Так. О, как-то съел этот лоу в контрхит Сифиблэк. Так. Бросок. Вниз вперед 2. В кантер-хит. Заходит и должен убить Kaneandtrench. Найс. На Окиземе пихнул. Этот unblockable. Паниш. Это очень ансейф. Великолепный паниш через хоп-кик от Сифиблэка. Стеночка, волсплат. Все непременно. Большой дамаг. Но хоп-кик на вейке сразу прожимает Kaneandtrench. Ужас просто. Так, баунс. Есть баунс. И это смерть? Нет. На пикселе повисает. Ой-ой-ой, такой затяжной лоу. Сделал ведь Kaneandtrench. Но это на самом деле прям очень большой диск был. Так, ну что, ракета? А, нет, просто вайлранинг. Удар плечом от Сифиблэка, и это матчпоинт для него. Так.
Просто, понимаешь, здесь суть в том, что это же European Tekken Cup, европейские игроки. Не так-то много европейских игроков, играющих как бы на самом высоком уровне. И Safi Black, он один из них. Как и Kaneandtrench, к слову. Так, лоу. Ох, почти на паниш достал Safi Black. Так. Вытаскивает на себя Kaneandtrench. Но очень осторожно Safi Black. Все, рейс-драйв перетерпел Safi. 12 секунд остается, мало времени. На сближение ловит Safi Black. И он выходит в четвертьфинал лузеров и убирает из турнира Kaneandtrench. This should not be. This should not be. But wow, what a match played there from Safi Black. I mean, one thing that I feel like people struggle against Yoshimitsu is maybe they get a little bit flustered and they overextend quite a bit. Safi Black was getting the life lead early on. I think we're going to check the replays there. Getting the life leads early on and making it difficult for Kane to get in and actually open him up. Because if you think about it, Yoshimitsu doesn't have the best lows, right? You got the little spinning lows, you got the down four. Safi Black, I mean, you know, a lot of Yoshis have to rely on full по сути, своей достаточно уникальный игрок. Уникальный в каком плане? Что он очень играет за такого персонажа, как Мидель, который вообще не популярен совершенно. И редко его видишь. И удивительно, но он его раскрывает, причем раскрывает сильно. С самой сильной стороны. Но на самом деле бой он так провел здесь довольно уверенно. То есть, хорошо провел. Без паники, без какой-либо тревоги, не знаю, совершенно спокойно просто навязал свою игру. Ну и получается у нас, что Kaneandtrench и Y вылетает и занимает седьмые места. Так, в винерах остались Frizen и Супер Акума, в лузерах Sona, Pika, Griec и Safi Black. 6 игроков, 6 стран. Sona, Pika, Griec, and Safi Black. I mean, it's going to be some good matches here. Баланс, да, нормальный баланс. Есть свои топ-тиры, есть свои лоу-тиры, но мы не раз видели, как за лоу-тиров на турнирах очень даже тащат. Боевка позволяет как бы сгладить баланс. Close matches, loads of, you know, we haven't had the upsets yet, though. I mean, if you think about it, have there been upsets here? I don't think we can say. I mean, Sona versus Akuma almost. Ну что у нас впереди? Что у нас впереди? Четвертьфинал лузеров? Sona против Пика. Но сначала еще 10 минут перерыва. Ну что ж, перерывчик.
Peggy 16. Итак, возвращаемся. 6 участников осталось всего лишь. И вот двое из них — это единственные участники, которые остались в винерах. Это Супер Акума и, соответственно, Frizen. Finals offline environment as well. So many of these that you've seen, you know. How do you think that your experience and composure helps you in these situations? I don't know, just keep winning. Yeah. Just keep doing it. Do you think, you know, compared to some of these players that maybe might not have that kind of столько у тебя уже финалов позади, и очередной финал. Across the world, как ты себе это представляешь? Да, просто выигрывать надо. Success that you saw in so many events. Do you feel like that gives you an advantage across some of these talented yet less experienced players? Definitely. I've been all across the world. I just have more experience. I've seen more things. I've fought the strongest in the world. It's good practice. And it pays off. Да, я со всякими играл людьми и по всему миру. Это хорошая практика. But it definitely helps, yeah? Absolutely. Let me да, это take помогает, that back. действительно. We're going to speak to your opponent, Frizen. So, of course, Poland. What a great showing. Poland had the only country to have, I believe, 2 players in the top 8, which is fantastic. You've got such a strong community there for Tekken in Poland, but maybe not so many opportunities and the profile that maybe the German and the French players. How proud of you of the opportunity now to show how strong Polish Tekken is? I guess everyone in Poland supports me like crazy right now. They write me messages, they cheer me up, they tell me what to do also, they give me advices. So yeah, I get a lot of support from my country. Do you think that if you had the same opportunities as a community to get out there, the same profile, the same, комьюнити, оно малоизвестное, но оно очень Polish tournaments as maybe they were watching some of the other Europeans, that the world would know more about Polish Tekken? Yeah, definitely. Like I think more Polish players are starting to travel across the different countries to perform, because we actually have a lot of local tournaments in Poland, but like they're small ones, so we need to go у нас, говорит, много локальных турниров польских, но это все они небольшие, маленькие такие. So this is the only thing keeping us back, I believe. Поэтому очень хочется, чтобы остальные вот польские игроки сильные, они тоже путешествовали по различным мировым турнирам и показывали. And of course you have experience against Steve with Doug from Paris as well, who was here in the top 16. How confident do you feel going into these matchups? I'll ask you first, Frizen. Going into this matchup, and how wary are you of the differences in play style between Wise Akuma and Super Akuma? I believe Super Akuma plays more crazy playstyle as Akuma. Y is very, like, he sometimes even stands still and you just come to me, open me up, and Super Akuma really doesn't, very rarely does it. So it kind of opens him up to different things, but it's just very different. The knowledge against Akuma playing Y is very important, but I would have to approach this specific matchup differently than I do with Y. So I have some ideas. I will try to execute them. We will see how it goes. Yeah, let's. I'll let you keep the ideas close to your chest. You can save them for the winners final. Let's ask the same question though to Super Akuma. Of course, you've got so much experience facing different players and play styles around the world. You know, when it comes to character matchups,
how much is that dictated by what you know about the specifics of the matchup, and how much do you allow the player's play style to kind of dictate how you approach? I think that kind of depends on the character. Okay. Steve is definitely one of those where one Steve to the next can be completely different. But I've played so many Steves. You're talking about Doug, but even in France, I can name 4 other Steves. Amazing. And they all play completely different. So I think I've had the wide spectrum of the Steve experience. And because of that, I'm not worried about the matchup being what's lacking. I just know Frizen's a very good player. We've played in the past, and usually they make for very interesting, exciting matches. And we both leave quite satisfied, usually. Amazing. I hope that we're all satisfied. Да, of course, да, you все guys это get to интересно, enjoy конечно, 3 out of 5 но in уже the когда finals. So we're looking forward to that. Thank you very much. We'll take that back, and you guys can go off and get prepared for your winners finals. Thank you very much, guys. It's time to get into the losers bracket again, though. And we welcome onto the stage 2 of the most exciting players so far in this European Tekken Cup finals. So if we're going to have Sona and Pika, please take the stage. It's time for losers call. У нас впереди четвертьфинал лузеров. Sona против Пика. Напоминаю вам, что Sona — это финский игрок на Eddy Гордо. Ну и, собственно, его оппонент Пика — это бельгийский игрок за Гиза Ховарда. Матч за выход в топ-4 по лузерам. Но здесь, конечно, знаете, психологически вряд ли удастся задавить Пика, потому что он сам кого угодно задавит. Конечно же, безусловным фаворитом здесь является все-таки Пика. I feel like the MVP of this tournament, man. Let's be honest, man. Nobody expected him to get to where he got, and the way he's done it, the entertainment he's given us. Так можно было сказать про очень многих игроков, которые играли против Соны и в итоге проигрывали. Вообще, то, что Сона добрался до такой стадии турнира, как четвертьфинал лузеров, то есть в топ-6, это уже очень большое достижение, я считаю, для него. Нет, Стива мейнит не он, а его оппонент, поэтому он рассуждал о том, что, типа, как противостоять Стиву. Супер Акума — это игрок на Акуме, а за Стива играет Фризен. Вот, кстати, и модные татушки у Пика. Sona is that specialist, you know. You got to be very careful about the way that Sona is able to bring this sort of super advanced, nuanced tech to the matchup. Yeah, for sure. I mean, if you think about the matchup, Geese versus Eddy is what we're going to get here, and you know, one thing that Sona forces you to do is he tests your knowledge. You know, do you know how to Остались только, знаете, такие лоялти игроки. Can you punish certain moves? He knows very, very well that there's some characters can't punish Eddy as well as others. So let's see what we get here, man. It's going to be the Geese versus Eddy going to the Forgotten Realm. This is a stage that Sona likes to go to as well. So I saw his reaction. He was happy about it. First game incoming. Yes, absolutely. Here we go. We're down in losers bracket as well. Но на мое удивление, я вижу на лице Пика какую-то, ну, не то чтобы тревогу, но не такое хладнокровие, как обычно, или даже равнодушие, даже если не сказать больше. А арена-то интересная для такого матчапа. Ну ладно, посмотрим. Ну что ж, поехали. Сразу с броска Сона начинает. Оп, рвет бросок. Сона тоже. Обратите внимание. И да, сразу же Пика, чтобы сразу обескуражить противника, он тоже начинает тибэгать. Так. Пукен. Ведь хорошо отсайдстепил сейчас Пика. Так. Еще и таунты фигачат. О, господи. Все, Пика решил... Так, лучшая атака — это нападение. А, нет, лучшая защита — это нападение. Хорошо врывается, 10 секунд остается. 50 на 50. Так, угадывает Пика. Ну, совершенно спокойно дожимает.
И два кичарджа. Боже ж ты мой. Пика действует его же против Соны его же оружием. Трейд. Это жесть. Что вытворяет этот чувак? Так, лоу заходит от пика. Прессинг. О, биг контрхит заходит. Хорошо, ломает пол Сона. Окей. Рвет бросок пика. Машет слишком много Сона. Вот слишком много. Это его счастье, что пика не випаничит так сильно. Но Power Crush, тем не менее. О, куда полез Сона? Куда полез? Все, это смерть, конечно же. И еще один таунт. Побольше таунт фигачит. 1 метр есть уже у пика. Потенциально это хороший дамаг. И вот он, хороший дамаг. Перри, Б3. И ломает. Да, ломает пол. Окей. Стеночка. И кичарс еще один. Жесть. 2 напрыжки. И обе прошли. Кошмар. Еще Перри. Ой, Перри. Еще тибеги. Еще кичарджи. Жесть. Да, пика. Как бы он не слишком увлекался таким. Но тем не менее. Метр он сжигает. Как бы показывая, что мне не нужен метр, чтобы тебя победить. Или все-таки нужен. Оп. Так. Бросок. Рвет Сона. Джеб-джеб. Говорит, что говоришь? Что говоришь? Где ты? Где ты? Что ты, парень? Я тебя не вижу. 3-0, сделай что-нибудь. Да. В интересном положении оказался Сона. Обычно это он всех тут троллит, всем там что-то орет, там, доказывает там, и так далее. Там, всех тибегает. А тут он просто столкнулся с чуваком, который сам использует его же оружие. Джебы. Так, Репукин. О, хороший сайдстеп от пика. 50 на 50. И еще один кичардж. Ёпер мать. Лоу. Ух, ничего себе, как спинкик мимо пролетел. Пока Гис Форвард в воздухе был. Это интересно, хотя по анимации там могло и достать. Так, метр, накопил пика. Лоу. Power Crush. 50 на 50. Но вы посмотрите, не то, что там 50 на 50 Сона не стал делать, он вообще ничего не стал делать, а пика, ожидая 50 на 50, сделал просто Power Crush. Ну, типа хайп, да. Ох, Перри. 2 Перри подряд пика сделал. Но Сона наказала лишь одним ударом при помощи лоу. Джеб, джеб. Ну, теперь видно, что Сона уже старается хоть как-то. Так. Ну, посмотрите, влез все-таки спешл мидом D1 Сона. Найс. Б3 под Соны заходит. Не стал ломать пол. Рвет бросок пика. А сейчас забирает он раунд. Окей. Так. И даже не стал кичарджа, смотрите-ка, после выигранного раунда. Метр накопил пика. Гис с метром, потенциально крайне опасен, конечно же. Так. Оп. Джебы. Ага. Очень осторожен Сона. Нет, нет, нет. Метр сожжен, но профита нет. О, как поменялось. Так, не рвет бросок. И вейкап тройка. В контрхит заходит все-таки от Соны. О, Окиземе. Окей. 15 секунд остается. Мало времени. И сайдстеп 3-4. Наконец-таки делает Сона. Ломает пол.
Так, так. О, выпрыгнул. Но времени нет. Времени нет. Камон. Просто камон, ребята. За 1 секунду до конца раунда Пика вытаскивает этот раунд. Жесть. Просто за 1 секунду. Еще таунт. Один бар есть, 1 метр есть. Паниш. Есть паниш от Пика. Да, это все гарантии заходит. Так. Репукин. Оп. Так, еще лоу. Потерялся немножко Сона. Рейс-драйв, 50 на 50. Нет, не стал делать 50 на 50. Что-то сорвалось, но хороший вив-паниш от Соны. Блин, и опять он не сломал пол. Да что ж такое с тобой, Сона? 15 секунд и... На Репукин сам натолкнулся в итоге Сона. И таким образом Пика выходит в топ-4 по лузерам. Сона покидает турнир с 5-м местом. Ну, прямо скажем, Сона мало что мог здесь противопоставить своему оппоненту. Издевался как мог. Это, знаете, тактика, типа, издевайся, пока над тобой не издевается. Да-да-да. Сделал таунт, значит бафнул своего персонажа. Да, все так. Все знают, таунт делает твоего персонажа сильнее, а твоего оппонента слабее. Не, ну Кичаржил, конечно, как только мог. И это. Таунт такой, эй, говно, поднимайся. О, господи. So good, so good, yeah. Yeah, if you just look, I mean, the amount of times that Pika just Ну, вот такие вот тактики, ребята, да, порой тоже работают. Но вот этот камбэк, конечно, сумасшедший был от Пика. Посмотрите на это. И решил там в конце все-таки подниматься чем-то Сона, и в итоге сам натолкнулся и сам отдал раунд своему оппоненту. Yeah, big. Oh, dude, I didn't see that. But here is our bracket. Ну что ж, Пика, бельгийский ГИС, топ-4. Так, и у нас впереди следующее противостояние. И вот это вот очень интересное противостояние будет. Грик против Сефи Блэка, соответственно, Джози против Мигеля. Because again, you know, like old school players, they've been doing their thing for such a long time. Это крайне интересно, с учетом того, что, ну, я уже говорил про Грика. Вчера он показал просто сумасшедшую стабильную игру, но здесь, в винерах, он натолкнулся на польского Стива Фокса и проиграл 2-1, хотя, конечно, все шансы были, но польский Стив уж очень хорош был в сайдстепах, прямо круто сайдстепил, вопросов тут нет. Ставки? Я как-то... Тут просто уже три подряд ставки не делали люди. Ну давайте сделаем. Ну что ж, делайте ставки. Сефи Блэк, такой лоути игрок, только Мигель. У Грика, в принципе, есть в запасе еще Аска, чисто теоретически, конечно. Но все-таки он тут так сосредоточился на Джози, что, скорее всего, он за нее будет до конца.
Пожалуй, Грик вчера продемонстрировал самую техничную игру из всех вообще 16 игроков. Но сегодня он не смог подстроиться против Стива, который просто великолепно его сайдстепил, сайдвокал, вот просто великолепно. И с этим Грик ничего не смог поделать. Это вот как раз таки к вопросу о том, что против Josie надо сайдстепать, и надо сайдстепать правильно и хорошо. Иначе она тебя просто задавит своим прессингом, и ты сделать ничего не сможешь. Это очень важно. Но посмотрим, справится ли с этим Сефи Блэк. Как с мобильного ставки делать, понятия не имею. Матч за выход в топ-4, напоминаю, по лузерам. Yeah, Greek, what's he going to bring? Is Steffi Black going to be ready for the Josie again? That's the question. Yeah, I mean, Итак, погнали. Josie anymore, man? No, who didn't switch to Fakkamran when he came out, you know? But yeah, let's see. I mean, definitely matchup knowledge. Так. Трейд. Сразу же с хоминга начинает Грик. Научены, знаете, что против него хорошо степит. Оп, не вперед 2. Не, все сегодня, все сегодня. Какой завтра? Завтра в понедельник уже. Сегодня последний день. Быстрый первый раунд. Смотрите, Грик без особых проблем первый раунд забирает. И еще один контрхит комбо. Так, господи, еще пол хп сносит Грик. Ё-моё, оки Зэмы, все заходит, плюс на блоке. Потерялся немножко Сефи Блэк, еще плюс. И, хоп-кик делает Сефи Блэк на свою голову, вифает и панишит его за это Грик. На пикселе повисает Сефи. Паниш! Заблокировал лоу, while standing 4 на наказание. Окей. Нет, это не за третье место, нет. Это за топ-4. Паниш? Угу, все. О, хорош, Грик. Использует он вот эту стойку эвейдовскую. Оп. Найс, еще плюс. Ой-ой-ой. Да вы посмотрите, что делает Грик, а? 3 раунда кряду. Не может с этой стойкой справиться сейчас Сефи Блэк совершенно. И на вифе его каждый раз ловит Грик. Каждый. Да. Сефи Блэку тут подошел его тренер. Сейчас он накидает ему. Что делать с этим? Как быть с этими стойками у Джози? Кивиз подошел, кстати, к Сефи Блэку. Ну что, Infinite Stage берет. Advice. All right. We're one nation under the same roof, like, you know. Okay, so Poland, it's like Eurovision, dude. It's like, hey, you gonna give me 12 points? Так, ну что ж, Сефи Блэк. Сейчас или никогда. Okay, but here we are on the Infinite Stage. Let's see if Seffi Black can kind of just slow the bleeding here a little bit, because it was a very quick 3 rounds in game 1. And it's because of the rushdown. Greek is an aggressive player, right? Лоу. Сразу агрессивно начинает Сефи Блэк. Магическую четверочку пытался получить Грик. Лоу. Видите, с этой стойки. Миксапчик выходит у Грика. Паниш. Есть паниш от Грика. Великолепный паниш. Ага. О, почему-то последний удар промахнулся, что странно. Наказание, чуть-чуть опоздал, но трейд никому не дал преимущества. Лоу. И поймал Сефи Блэк. На рейдшах. Хорош. Конечно же, не убьет, но сравняет ХП. Окей. Так. Вау, как рейдж-драйв перебивает сейчас Сефи Блэк. Вот, кстати, это к слову о том, что Сефи Блэк постоянно перебивает рейдж-драйвы. Вот, пожалуй, что он... вчера он постоянно перебивал рейдж-драйвы, и сегодня, вот, в предыдущем бою, тоже пару раз перебил. Так.
На мое удивление, Сифи Блэк не так активно нажимает на сайдстепы, как предполагалось бы изначально. О, ничего себе. Поймал все-таки на лаунчер. Хорошо. Так. Рейдж горит уже у Грика. Видите, не торопится он. О, ничего себе. Не торопится он сетапить. Рейдж драйв. Пока что... Ой, что-то придумал. Какой-то поверкраш непонятный, Грик. Что это было вообще? И зачем, главное? Так, а где паниш? В сцене 4 нету. А сейчас есть паниш через хоп-кик от Сифи Блэка. Великолепно. Отлично. Вау. Сифи Блэк как будто знал, что сейчас стойку засетапит Грик. И ответные 3-0 по раундам. Жесть. Просто жесть. Ну что ж, надо к стеночке припирать, да, Грик? Меняет арену. On the random select, you know, put himself back in that same environment in which he won. Yeah, the Vermilion Gates, we've seen him go back there quite a bit today already and getting these wins. But Spain versus Germany right now, it all comes down to this. For a top 4 guaranteed. Видите, когда в первом бою, точнее, Сифи Блэк нажал на свой прессинг, то регулярно Эвейт этот использовал стойку Грик, и это очень хорошо помогло. Throws the apple away. It's business time. It's okay. It's compostable. It's not living. Okay. Самую ближнюю дистанцию держит Сифи Блэк. Оп! Хорошо, хайкрашнул. О, как это дроп такой странный был от Грика. И наказывает, конечно, Сифи Блэк за это все непременно. Отличный паниш. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. И на оке разыграл. Так, контрхит, плюс, еще плюс. Вот это те плюсы, которыми Джози способна задавить своего оппонента. Ой-ой-ой, ручки-то зашли на сейдстепе. Вифнул, но нет, не наказал, Сифи Блэк опоздал. Хоминги пихает Грик. Окей. Так. Останавливается, видите, Грик, чтобы набейтить и, соответственно, завив паниш. Рейдж горит у Сифи Блэка. Плюс. Опасно действует Грик. Каунтерхит. Хорошо. Ох. Отлично. Вниз-вперед 4 на паниш от Грика. Это самый такой дальний мув у Джози. Ну, относительно быстрый, дальний. Так. Так. Каунтерхит. И еще и волсплат получил Грик. Здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо сбивает с воздуха, поэтому много дамага не вытащит Сифи Блэк. Но тем не менее, прессит он. Убьет? Убьет! Найс. Рейдшард поражал Сифи Блэк, но мало слишком было хп, чтобы поглотить, абсорбировать этот дамаг. Матчпоинт для Грика. Так, трейд в пользу Сифи Блэка. Хорошо. Ё-моё, он второй раз так дропает, кстати, Грик, что интересно. Так, эвейт. А, нет, медами дожал Сифи Блэк. И это последний раунд. Трейд в пользу Грика. Стенка. Хорошая стенка. И хороший дэмэдж. С волсплата. Прессит. Панишит Сифи Блэк. Ой-ой-ой. Так. Каунтерхит. Хорошо. Ой, как прессит. Еще и волбаунс получается Сифи Блэк. Ну что, это смерть? Нет, это еще не смерть пока что. Но пиксель остается. И мид заходит от Сифи Блэка. И он выходит в топ-4 по лузерам. Ну что ж, Грик
был близок, но, видите, в этом прессинге он проиграл. Близок Грик был к победе. Кстати, этот бой напоминает его матч против Фризена, то есть он также очень близок был к победе в том бою, но в итоге не дожал. 2023 here for Tekken 7 at the European Tekken Cup. 5th place finish for him, and I'm sure we'll be seeing him back soon, man. He's always been, they're hugging off stream now, man. You love to see it, bro. You know, it was a great match. Final round, you got to respect it. But let's have a look at the replay. У нас осталось всего 4 боя, ну и 4 соперника, соответственно. No idea what to do. And yeah, just everything got blocked. Yeah, I mean, it seemed like everything the Griec was trying. Ну, очень здорово, конечно, начал Грик. That super heavy, like aggressive offense, right from the word go. Just kind of finished Sefi off in game 1. And we saw the infinite stage, the transition and that, and Sefi didn't seem to have any problem whatsoever. Had a real good read on his timing. And then, by the time вот это, конечно, вот этот Power Crush совершенно непонятный. Ну, точнее, понятный, он на сближение, конечно, пытался его поймать, но слишком уж рискованно. Какой близкий бой очень был. Punished it on the Savage downfall too, but you know, it sometimes just comes down to these small situations, you know. Sefi Black had to make the comeback here as Griec once again was on set point. There was so many times today where he was on set point, but ended up losing the match. И вот здесь хорошее ведь начало раунда, но, к сожалению, потерял. Ну, к сожалению, для Грика он потерял позицию, и, соответственно, Сефи Блэк, перехватив инициативу, еще и очень хорошо по позиции выиграл. Four here at the European Tekken Cup. Up on the winners' side and winners' finals, we have Super Akuma versus Frizen, and downstairs in the losers semi-final, таким образом, в финале винеров Супер Акума против Фризена, а в полуфинале лузеров Пика против Сефи Блэка. И если Супер Акума, Пика и Сефи Блэк в принципе это не такой уж большой сюрприз, что они здесь оказались, то что в финале винеров оказался Фризен, это большое дело на самом деле. Можно назвать, в принципе, сенсацией. Вот. И еще и с учетом того, что ни Kaneandtrench, ни Chickenmaru не вышли в топ-4. Итак, финал винеров, друзья. Франция против Польши, Супер Акума против Фризена. Соответственно, Акума против Стива Фокса. Делайте ваши ставочки, друзья. Матч за выход в гранд-финал. Конечно же, очень большой международный опыт международной игры у Супер Акумы. Понятное дело, он покатался за свою жизнь по всяким турнирам по Текену. И, соответственно, играл с мировыми там звездами и все такое. С другой стороны, Польша — это комьюнити, хоть и не такое прям обширное в плане выездов там на всякие междунаrodные турниры, но все-таки оно довольно большое, вот, по европейским меркам, конечно. То есть у них много, как сказал Фризен, всяких местечковых локальных турниров, но, к сожалению, не так много людей могут позволить себе куда-то выезжать и играть на регулярной основе, даже в европейских каких-то турнирах. Но в итоге всего, видите, в топ-8 все-таки два игрока из Польши пробились, это Frizen и Y. Однако все-таки в топ-4 дошел только Frizen. Казалось бы, выбор здесь очевиден. Казалось бы, очевидный фаворит здесь это Супер Акума. Посмотрим. Может быть, сейчас удастся все-таки Фризену какую-то сенсацию сделать. Напоминаю, что поскольку это финал винеров, то тут до 3 побед FT3. Модные треники у Супер Акумы.
постоянно в них выступает. А у Фризена треники обычные, черные. Не фирменные. Итак, поехали. Акума против Стива. Конечно же, никаких сюрпризов. Но надо сказать, что Фризен уже демонстрировал, что он умеет сайдстепить, хорошо, причем сайдстепить. И передвижение — это то, в чем он силен. Фирменные треники не нужны, ну как сказать, как сказать. Никогда не отказывайся от фирменных треников. Ой-ой-ой. Тацумаков блок, соответственно, запанишил, точнее, Фризен при помощи джебов. Так, найс. Хороший контрхит. И хороший конферм, стеночка, волсплат. Ух, хороший дэмэдж. Лоу заходит от Фризена. И на пикселе повисает Супер Акума. Одно попадание. Так. И метра нет у Супер Акумы, чтобы сделать смертельную комбу. D4. Рискнул. Ой-ой-ой. Ничего себе. Вот это нейтрал джамп был от Фризена, а? Просто прыгнул с нейтрал джампом. Найс, найс. Смотрелось, конечно, дико, но почему бы и нет. Конферм. Есть конферм на Супер Акумы. Стеночка. Ах! Не так он положил на стенку, увы. На сайдстепе как поймал Супер Акума. Интересно. Рейдж драйв. Все, перетерпел Супер Акума. И контрхит. Бросок. Не рвет бросок Супер Акума. Ага. Так, так. И все-таки сжигает метр Супер Акума в такой ситуации. Так. Есть паниш от Фризена. Как бы говорит он, Супер Акума, не наглей уж, шансейвы в блок пихать. Ой, кросапом зашло! Сам Супер Акума не ожидал, что зайдет D.F.P кросапом. Так. Джебами здесь же паниш, есть паниш от Фризена. Угу, гарантия. Бросок рвет Супер Акума. Метр не сжег. А сейчас сжигает метр Супер Акума. Да. Ой-ой-ой, еще и так не вовремя поднялся. Блин, побольнее бы паниш, Фризен. Но Well Running 2 заходит. Вы посмотрите от Фризена. И раунд он еще забирает. Так, D4 и дайв-кик. Еще D4 всаживает. Паниш есть. Ага. Так. Ах, чуть-чуть не доконфермил. Дистанции не хватило немножко. Метр сжигает Супер Акума. И джамп панч заходит. Мало хп остается у Фризена. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. И D3. D3 фаербол. Так. Так. Найс. Есть лоу пэри этого D4. Стеночка будет? Да, стеночка будет. Дэмэдж. Паниш. ДПшечка от Супер Акумы. И за это Фризен наказывает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Есть конферм за 3. Но это же Супер Акума, друзья. Не надо расслабляться тут, пока он жив. Хотя даже если пиксель остается. Камон! Вот о чем мы говорили. Вот о чем мы говорили. Таких камбэков у Супер Акумы в карьере было много. И он как бы говорит: а чё, я чё, виноват, что ли, что он просто джамп-н-кик пропустил? Ну я чё, виноват? Он сам виноват. Да. Такой, еще один день в офисе, у меня такие каждый день бывают камбэки. Это жесть. Кошмар.
Down 2-1 is such a good round ender because you Жескач, block the low. жескач, сейчас You сказать. have to get up and block the mid as well. And in that situation, he was able to find 2 openings. Сильно, and Akuma сильно это было. only needs a couple of openings to take all your health, right? So, Yeah, of course. Yeah, what a comeback, and that's the first match going to Super Akuma. Yeah, okay, so we switched out Могу to the сказать, arena что stage right now. в своей карьере Let's see Супер if it Акума makes a выпиливал еще и не difference такие here. камбэки, Frizen, просто там нереальные stop вообще. that sort of clutch Супер factor камбэки that от Super Супер Акумы. is so well То есть known for. самый яркий это на миксапе 2019, по-моему, или 2018. Okay. Это самый ярчайший был Red камбэк. fireball. Так. Big whiffs coming out of Super Akuma. Super Akuma pushing Mid, a lot of low. buttons. Maybe trying to Trade. keep out Окей. Frizen. Okay, but now he's got rage. Есть вив-паниш от Супер Акумы. Вив-паниш теперь уже от Фризена. Хорош. Но на пикселе, конечно, на пикселе. Огромный дамаг. Оп! Куда твой рейдж драйв? Нет, нет, мидом. Вот этот мид. Ой, дропнул камбу сейчас Супер Акума. Вот этот мид, кстати, очень удобный у Акумы, потому что он еще и тречит в одну сторону. Кантер-хит. Окей. Стеночка будет, стеночка будет. Evil Splat реализован. Ё-моё, сколько дамага сносит Стив. Так, опоздал с панишем немножко Фризен. Но, тем не менее, метра все еще нет у Супер Акумы. А вот сейчас есть и метр, и суперка, и рейдшард. Да, саживает рейдшард. Ёпер мать. Умри 1000 раз. Гдыщ. Жесть. Очередной камбэк от Супер Акумы. Да. Сайдстеп, но вовремя сейчас Супер Акума влево. Так. Найс лоу пэри. Этого D4. Снова. Оп. Ой-ой-ой, мудрит что-то там Фризен. Не знаю, стоит ли так заигрываться. Особенно против такого противника. Так. Кантер-хит от Фризена. Окей. Стеночка. Убьет. Да. Под корочку хватило последним ударом. Дожимает этот раунд Фризен. С D4 начинает Супер Акума. У него полный метр. Это очень опасно. Акума с полным метром. Это страшно. Есть вив-паниш. Так. Кантер-хит. О, господи. О, господи. Стенка. Окей. Окей. Ох, какой дамачок. Блин, D3. Не сконфермил Супер Акума. Воу-воу-воу-воу-воу. Фризен, ты что? Доигрался. Сделал тибэк Фризен и умер. Ну что ж, 2-0 в пользу Супер Акумы. Но я напоминаю, это финал винеров. Он тут до 3 побед. An opportunity now for Frizen to change character, but if he does, he's going to be locked in with whatever. You know, we know he's got a Lars, we know he's got a Leo. Ну что ж, I think Frizen. he might stick with the Steve here, but maybe decide to go to an infinite stage. I mean, there's multiple things he can do, but he's going to have to think hard. He's going Наверное, with the infinite Steve. stage What stage возьмет. Is it the infinite? Because the walls have not been in his favor, but no, he's sticking with the arena. Смотрите-ка, он все-таки берет арену. Ну, то есть, это арена ринга Кинга. Интересное все-таки решение. Ну ладно. Finish out the rounds. It just seems like right at the end, the last couple of seconds of the round are all Akuma. Yeah, 100%. Here we go now. Steve versus Akuma. He's sticking with the Steve. That is a character that is his main. Поехали. The character that he's got the job done for, you know, like he's played against Akuma so often with his character and it made it work. But again, this is a different style of Akuma. One which is, like he says in his own words, a bit more crazy. And that counter hit was crazy. Кантер-хит. Заходит Супер Акума.
тащит до стены, да, до стены дотащил. Тацумаки. Ой, сколько дэмэджа, еще и баунс получил. Просто кошмар, друзья, просто ужас. Разнос от Супер Акумы попер. Да. Если Frizen срочно сейчас не повернет ситуацию в свою пользу, то так и умрет. Так, хорошо. Оп, телепортом убегает Супер Акума. Так, есть паниш. Наказывать? Да ты что? Frizen, камон. Он заблокировал дебаггер, но он не наказал. У него сорвался паниш. Сантиэрил. Так, так. Но дожимает все-таки раунд Frizen. Да, ему бы все-таки сосредоточиться как-то. Рвет бросок. Оп. А второй бросок уже не рвет Супер Акума. Окей. И паниш. Есть паниш от Супер Акумы. Метр он вкладывает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стенка будет? Да, еще и до стены довел. Look at the damage. За 1 метр, пацаны. Посмотрите на дамаг. Какой кошмар. Так, так, лоу заходит. Ух. Но смотрите-ка, Frizen все-таки не дал камбэкнуть на этот раз Супер Акуме. Так, так. Ой-хо-хо, D1 заходит, есть конферм, стеночка. Ой-ой-ой, и кроссап попытался сделать, но заблокировал Frizen, однако. Ух. D4. Хороший сайдстеп. И вип-паниш, конечно. Надо вип-панишить Frizen. Нельзя упускать таких шансов. Есть паниш. D3. Не сконфермил Супер Акума через FADC. Как? Но ДП. Просто ДП. Сделай или умри. Друзья, ну это вообще капец полный. Матчпоинт для Супер Акумы, и он сохранил метр, ко всему прочему, к последнему раунду. Вот он метр. Пустую потрачен. Так. Ой-ой-ой. Бросок не рвет Супер Акума. D4 всадил. И паниш. Есть паниш от Супер Акумы. Еще и на стенку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот это, друзья, это джеб паниш просто Акумы. Джеб паниш Акумы. Ох, еще один контрхит. И это конец. Жесть. Просто жесть, друзья. Супер Акума 3-0. Просто 3-0. Забирает good stuff, man. Этот good бой. respect shown there as well. Frizen was so close. I mean, that could have honestly gone either way. You got to think about it, man. Старался Frizen как мог, но этого было мало. И таким образом Frizen спускается в лузера. But then even the rest of the matches there, Superkima started to make some small adaptations, but generally speaking, I would say that despite the score that was 3-0, you got to say that Frizen fought closely there. And if they do meet again, because Frizen is still in the tournament, he's in the losers finals now. If they do meet again, I'm expecting some adjustments to be made, and maybe we'll see a different set. You never know. But as you said, Sam, Super Akuma, is it a surprise really? I mean, I think going into this tournament, a lot of people would have said that he was our favorite to win. Супер Акума очень близок к тому, чтобы стать чемпионом European Tekken Cup. У него остался гранд-финал. А мы переходим в сетку лузеров, конечно. Пика против Сефи Блэка. Это, соответственно, Гиз Ховард против Мигеля. How that clutch feels. We saw it there. He had a pixel of life left. I'm sure it's going to be on the replay. Но для начала посмотрим. Not the one I was talking about here, but he had just a smidgen of life left, and Frizen just. При том, что Супер Акума играл не идеально. То есть были у него дропы, причем дропы ключевые, но тем не менее все равно хватило ему, чтобы добить. А Frizen, видно, прям старался как мог. Но вот этот камбэк, конечно, сумасшедший был. Совершенно сумасшедший. Акума такой, а что? Ну так, как-то так получилось.
getting the timing. It's all about timing, right? About when you want to go for the down twos, the down threes, and then even in that situation, knowing he didn't have meter, his only win condition was going for the forward 4-2, and he managed to get it. Yeah. So he's very acutely aware of what he needs to do to win. Although, despite that, you know, Sam, we did say that Frizen was always fighting back really well. Yeah, I mean, you can see it here. I mean, he definitely had the right idea as how. Ну что ж, делайте ваши ставки на следующий бой. Пика против Сифи Блэка, Гис Ховард против Мигеля, Бельгия, соответственно, против Германии. Бельгия и Германия используют во флаге, в своих флагах одни и те же цвета, черный, красный, желтый. Только в случае с Германией горизонтальной полоски, в случае с Бельгией вертикальной. Жесть, посмотрите на дэмэдж. За 1 бар, друзья. Представьте себе, если бы у него еще Редшард был, но он вообще там снимал бы нереально много. Хотя и так-то нереально много. As far as execution goes, you don't even like think about that when it comes to Super Akuma. It is very uncharacteristic for the man to drop a combo. Playing exceptionally well, and there we can see how. Ну что ж, полуфинал лузеров, Пика против Сифи Блэка. Оба прошли такой долгий путь по лузерам, но тем не менее прошли. И победитель выходит на Фризена в топ-3. For the European Tekken Cup in Lyon. But ladies and lads, we do have, I believe, Logan ready with our first grand finalist, Super Akuma. Guys, take it away. Еще интервью. Yeah, I'm here with Super Akuma once again in another grand finals on winners side. Очередной гранд-финал. What a really composed performance that was from you. First game, it was there for Frizen to close it out, but the mistake, and you are certainly not one to leave the door open on. You closed it out. Do you think that was a big turning point in that set for you? Definitely. I could feel the confidence went a bit down in the second and third matches. Like he was definitely still in this, could still definitely have done it, but it's just things just didn't quite go his way. Probably a misinput towards that last action, like the dive kick. I'm guessing he was trying to do a down forward one, I think, and it would have worked. But these things happen. He took you to the final round a couple of times, but as always, you know, your composure, your experience in these situations, you're certainly no stranger to top 8s in these big offline finals. You were able to close out every time. Spag mentioned the excellence of execution that you have, Akuma. People might want to talk about the character, but the execution is always there from you. Do you think that was a big difference as well, your ability to close out when the opportunities presented themselves, as opposed to a few of those crucial drops from Frizen? Yeah, I mean, if he drops and I don't, then that's what you want. That's how it goes. Well, let's find out what you want. Obviously, you're in grand finals. You're on winner's side. We've got 3 players still remaining, fighting it out for a spot in grand finals. Is there anyone that you're particularly excited to face off in grand finals, the prospect? You want to run back with Frizen again? Obviously, the 3-0 is going to put you in good frame of mind to get the win here. Or are you looking for a bit of competition? Who are you looking to face? Well, I mean, I had a good time against Frizen. I wouldn't mind, but I think the people want me against Sefi. I think that's what the people want. Okay. All right. Well, Sefi, it's on you to step up. You got losers semi-final next. We're going to be coming back with this final top 4 on the other side of this short break. It's European Tekken Cup coming to you live еще и from Lyon, шорт-брейк, France. господи. We'll be back after this. Ну что ж, ладно. Пауза, не беру.
Peggy 16. Так, возвращаемся. У нас впереди последние 3 матча остались. Напоминаю, что Супер Акума остался в винерах, в лузерах Пика, Сефи Блэк и Frizen. И впереди полуфинал лузеров Пика против Сефи Блэка. Матч за выход в топ-3 по лузерам. Frizen awaits in the losers final, hoping for another chance, another opportunity to face Super Akuma to win this beautiful European Tekken Cup here. But it's about time to get into this losers semi-finals. And for the final block of the day, we've got the all-star lineup on the desk. So I'm going to throw it over to Bubsy and Spag. Yes, welcome back, guys. I can't believe it. We've had such an incredible week of Tekken, and we've whittled it down to the final 4 now, man. Bubsy joined by Spike. It's been a long time. We haven't done it this weekend. Yeah, we haven't. We're going to be able to finish this one off here for the European Tekken Cup, Bubsy. But yeah, the matches have been amazing today. Even yesterday, man, like the amount of upsets, and we saw the kind of surprises and the entertainment we saw.
Супер Акума в шаге от чемпионского титула. Но, в принципе, для него пока все складывается очень и очень удачно. По большому счету. Вот, он оказался в гранд-финале. Что интересно, он не встретился пока что прям с такими фаворитами турнира, которые изначально как бы считались фаворитами. То есть тот же Пика, тот же Стефи Блэк. Нет, с Пика он встречался против Пики на групповой стадии финала. Он его побеждал. Но против британцев, например, он так и не столкнулся. Ну что ж, Пика против Стефи Блэка. Напоминаю, Гис Ховард из Бельгии против Мигеля из Германии. Веселый, смотрите, Стефи Блэк вообще улыбается, там, смеется. Pika still, like they say, forever young. I don't actually remember. Every time I see this guy, he just doesn't get older. He's like the Pharrell. You know, Pharrell just hasn't aged over how many years. I swear, Pika, the same. Yeah, Pika, you know, of course, he's been traveling a lot and he has so much experience against these top European players. He himself is one as well, representing Belgium. And Belgium's obviously a small country. Not a lot of players out from there, man. But the ones that they do have are very good, man. So, ну что ж, Пика против Стефи Блэка. Матч за выход в топ-3. И, соответственно, до 2 побед. F20. Пока что сегодня Стефи Блэк крайне стабильно идет. Очень стабильная игра у него. Очень техничная игра. Что же касается Пика, то все-таки Гис Ховард делает свое дело, прямо скажем. Так, Пика, получается, на своем пути победил Mitrust-Storm из Италии, Уая из Польши, Сону из Финляндии. Что же касается Стефи Блэка, он победил Jopelix из Финляндии, Kaneandtrench из Великобритании и Грика из Испании. То есть Стефи Блэк, в принципе, у него соперники были более такие технически опасные. Ну что, погнали. Выпала арена Зук, самая маленькая арена в игре. И, кстати, впервые за сегодня выпала именно она. Закидывает репукинами пока что. Очень осторожно. Ох, как Репукин перебивает сейчас Стефи Блэк, видели? Даже анимация уже пошла Репукина, но перебил Стефи Блэк. Так, вейкап 4 на Стефи Блэка. На другой стороне оказался. Пока что пристреливаются друг к другу. Паниш, есть паниш в ластейн 4, тут же холмик пихает Стефи Блэк. Так, плюс. Мало хп остается у Пика. Но один бард, ой-ой-ой. И Рейчард всаживает Пика, забирает раунд. Есть камбэк. Все непременно. Так, с D4 начинает. Оп, оп. D4. И еще D4. Когда заходит одно D4, пихни еще одно D4, и оно зайдет в контрхит. Хорошо. Сколько дэмэджа сносит Пика. Гис очень опасен. Даже с 1 метром. Так. О, и он опасен даже без метра. 2 безответных раунда в пользу Пика. Так, плечом сближается Стефи Блэк.
Оп. А почему не продолжил гарантию? Странно. Бросочек на виспаниш от Сифи Блэка. Так. Ой-ой-ой, Перри. Понял Сифи Блэк, что опаздывает он с наказанием Перри. Слишком далеко был Гис, поэтому он так остановился. And yeah, just gonna play very patient, not trying to get hit by any of these parries or counter hits. Все, джебом останавливает Пика. О, спринкика поднимается. Где паниш, Сифи Блэк? Где паниш твой был? И Перри. Ой-ой-ой-ой-ой. Да неужели? И Рейшард всаживает Пика. Но это еще не камбэк, он не убьет. Так. А, нету паниша! Вау! Ничего себе! Сифи Блэк все сделал вейкап 4, но Пика не наказал. Он мог сейчас наказать этот вейкап 4 и сделать камбэк. Но ошибся он. Однако все равно метр у него есть. Сохранился. Так. Закидывает он своими репукинами. Оп, лоу. Так. Сифи Блэк там таунт нажал в какой-то момент. Так. Бросочек не рвет Сифи Блэк. Сифи Блэк очень осторожен. Но 2 метра уже есть у Пика. Он может сейчас просто убить с одной комбы. Ох, трейд. Так. 10 секунд остается. Ой-ой-ой, хорошо присел. И Б3. Все, это смерть, конечно. Найс. 1-0 в пользу Пика. Да. Это, знаете, когда ты проигрываешь по ХП, времени мало, там меньше 10 секунд, а у тебя в противниках гис-ховард с 2 метрами, конечно, тут уже ситуация прям хуже не придумаешь. Тебе как-то надо его вскрывать, а попробуй его вскрыть. Будет брать бесконечную арену? Да, конечно. Все непременно. Что там, Пика молится, что ли? Он чуть ли не впервые между боями в телефоне не лазит. Что странно. А, нет, все-таки телефон в руках он держал, просто незаметно, камера не видно было. Репукин. Окей. Сдерживает пока репукинами Пика. Так. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Еще Репукин. Паниш. Опоздал с панишем Репукиным Пика. Там не самый быстрый стартап, поэтому неудивительно, что он опоздал. Метр накопился у Пика. О, хорош. Отличная лоу перри от Сифи Блэка. Так. Бросок и не рвет Пика. Как это так? Ну, выгодно, невыгодно. Там еще и впереди еще этот Frizen. Так. Репукин. Ой-ой-ой. Б3. И есть конферт. Оп, оп. Так. Есть випаниш при помощи Репукина. И, ох, какой хоп-кик шикарный от Сифи Блэка. Убьет? Нет. Пиксель остается. Вау, как лоу заблокировал. Тихо, тихо. Но, смотрите, совершенно спокойно Сифи Блэк мидом дожимает. С D4 начинает. Ага. Так, Перри. Хорош. Хороший дамачок от Пика. И на лукеме ловит своего оппонента. Так.
You can go back into Savage after that as well. Хорошо. Оп. Хоп-кик. А, нет. Поблочил хоп-кик Пика и наказал, соответственно. На пикселе остается Сифи Блэк. Pika does have a significant life lead here, but Seppi Black does have the rage. Just don't want to get clipped with anything. Yeah, even those fireballs are going to hurt, man. You got to get yourself into range. Одно попадание. Никуда не торопится Пика. И, воздушный фаербол заходит. Там время уже работало на Пика. Рвет бросок Сифи Блэк. Метр накопил Пика. Это важно. Не присаживается под хайм Сифи Блэк. Ой-ой-ой, контрхит пропускает. И есть гарантия. Найс, бросочек. Так. No ducky either there from Seppi Black, so the defense not really holding up here against the geese. Down 4. D4. О, с воздуха забрал Сифи Блэк, поэтому тут много дамага не выпадет. Побейтить попытался Сифи Блэк. Так. Найс, найс, хорош. Видел эту стринг-серию Сифи Блэк, наказал хоп-киком на вифи и, соответственно, дожимает на Оке Зема. Сифи Блэк говорит браво. 1-1. Pika called him up, man. He wanted to have some words of advice. Oracle, of course, very clever. He's a student of the game, you know. Ну что ж, будет менять, конечно же, арену, безусловно. Эта арена совсем не подходит для Гиза Ховарда. Но я вообще напоминаю, что Пика уже встречался против Супер Акума. И он ему проигрывал. Что интересно, там Кейвис подсказывает Сифи Блэк. Такого интересного. I don't know what they're saying. They haven't had a full-on conversation, but they're talking about the lunch or something that we had here at the Bandai. Oh, yeah, they've been taking care of us. They have. Big shout-outs to Bandai for that. 100%, man. But yeah, like... Both guys, look at the scene right now. We see, you know, we got Смотрите, Сифи Блэк что-то подсказывает. Ой, этот Кейвис что-то подсказывает Сифи Блэку, а Oracle, испанский игрок, между прочим, что-то подсказывает Пике. О, смотрите-ка. Пика взял прям самую короткую арену. Обычно гизплееры берут арену Гиза на контрпик, а здесь он взял именно самую короткую арену. Так, поехали. This is the first two match all on the line right about now. Yeah, big dollar reduce as well. Big dosh. Пытается сдерживать Пика вот эту дистанцию, но аккуратно. Оп, хоп-кик заходит от Сифи Блэка. Стеночка, есть стеночка, но дропает почему-то Сифи Блэк. У него как будто вперед не прожалось сейчас, однако випаниш. Хороший дамачок. Перри! Ой-ой-ой, не наказал Перри Сифи Блэк, но на выпрыжке ловит все равно. И раунд в его пользу. Так. Знаете, Мигель это такой, типа, гопник, но в этом наряде он больше похож на какого-то такого сутенера. Так, хорошо. Залазит Пика, метр копит, но опять-таки дроп. Не рассчитал он стеночку. Оп! Еще хоп-кик. Заходит от Сифи Блэка. Убьет? Да. Дожимает. Это матчпоинт для Сефи. Б3 заходит. Окей. Стенка. Так, так. Дабл репука. Ой, почему блок опустил Сифи Блэк?
Странно, странно. Это было D4 в контрхит, и это смерть. Нет, не смерть. На пикселе повисает. Есть лоу перри, но слишком большой лайфлит. Сможет ли камбэкнуться? Не-а. B3 от пика. И дожимает он, не потратив метр плечом. Так. Так, рвет бросок Сифи Блэк. Ой-ой-ой. Паниш. Так. Хотел хоп-кикнуть сейчас Сифи Блэк, но пика отступил. Оу, какой дроп обидный для Сифи Блэка. Да, много-много прям. Ведь хорошую позицию мог сохранить Сифи Блэк, ко всему прочему. Так. Ой-ой-ой, мимо. Оки Земе. B3 попытался впихнуть пика. Бросок. Рвет бросок пика. Ой-ой-ой. Стеночка. Есть волспад, но 10 секунд остается. 10 секунд. Так. Лайфлит на стороне Сифи Блэка. И он забирает этот бой. Ух ты ж, ничего себе. Сифи Блэк выходит в топ-3 по лузерам, ну а пика занимает 4-е место. Ух, ничего ж себе. Хорош. Хорош. It was definitely an amazing show. There's no... Give a round of applause. Yeah, no, for sure, man. Pika, great showing by him. I'm sure we're going to see him back once again. You know, he just continues to improve and going up against the best players in Europe. You know, even Steffi Black standing up and giving an applause because, you know, his run today and this whole weekend was amazing, man. The people that he beat, the way he's done it as well. Because see, like, you know, Mitrust-Storm, Sona, top 3. Like the people that he beat, and then Steffi Black, it was a close set, man. Yes, you can see here, you know, keeping the combo nice and simple. They didn't want to make any drops, you know, just it's the first round as well, you know, just calm yourself your nerves. And then it continued on here, man. As you know, we were talking about Pika and his ability to use down 4 as a counter hit tool. You know, it's not just a way to start offense, you know, from max mode as Pika likes to use it, but his timing on it is good in order to get the in order to get the counter hit, right? So it was looking all Pika right now. But then, of course, we got some words, and the Seffi went straight to the Infinite Stage, and this is Steffi's hometown. This is where he loves to be because, of course, no, Infinite Stage, конечно, сделала здесь свое дело. You have a lot of space to move around, and Steffi loves moving around, backdash, duck, sidestep, try to catch the whiff punish if you can, and he's always locked on. Очень грамотно Сифи Блэк, кстати, использует вот свои контрхиты, то есть он очень грамотно читает своего оппонента, что сделает противник. Не знаю, у него прям как-то это получается. Вот этот вот хоп-кик, который заходит регулярно. Вот на моей памяти за весь этот турнир European Tekken Cup он только один раз вот в этом бою ошибся с хоп-киком. А все остальные разы зашло, причем зашло на предикт. Ну что ж, впереди у нас следующий бой. Это Frizen против Сифи Блэка. Делайте ваши ставочки. Frizen, напоминаю, это Стив Фокс из Польши. Ну а Сифи Блэк — немецкий игрок за Мигеля. До 3 побед этот матч. И победитель выходит в гранд-финал против Супер Акумы. Well, it looks like they're ready right now, ladies and lads. Steffi Black is on the stage from Germany, but joining him for this losers finals from Poland, we have Frizen. Here we go. Coming up to the stage, East Europe in the house. Ну, посмотрим, сможет ли он вытащить этот бой. С одной стороны, конечно, Сифи Блэк, безусловно, здесь является фаворитом. Так. И Сифи Блэк берет себе первую позицию. Frizen, конечно, безусловно, удивил тем, что он вообще попал в топ-3 уже. Путь был нелегким, но он смог преодолеть его.
Но Сефи Блэк, конечно же, здесь, я уже это говорил, он один из самых, возможно, самый техничный игрок, который вообще здесь присутствует на этом турнире. С другой стороны, Frizen, который показывает одни из лучших передвижений, то есть его сайдстепы, его эвейды великолепны. То есть он на этом очень много сыграл. Очень хорошо сыграл. Right now with Tekken, they have so many small local tournaments in Poland. I was, recently there, and I was seeing, that these guys, they're very passionate. Every single time I've gone to Poland, I've just seen, how passionate they are about this game. Talking about it again, I have to mention, like 400, 500 players for a Tekken 3 tournament back in the day, when Yoshimitsu was organizing that tournament. She was talking to me about it. They have a long history of Tekken, Devil, Matt, JF, and all these guys. It's incredible. And Frizen right now is at the top of the game right now in that country, running it, man. В том числе и своей победой над Гриком, испанским игроком за Джози. Вы помните, как он переломил тот бой? Хотя, казалось бы, там вообще безнадежно для него все было, особенно по первому бою. Но он матч переломил. Итак, Forgotten Realm выпал. FT3. In that grand finals, and of course, second place guaranteed, €5,000, Bubsy. There's a lot on the line here. Definitely a lot on the line. Итак, поехали. And you got to be happy about that if you're Miguel. Actually, Miguel's do sometimes like to go to the Forgotten Realm. Certain moves turn into launches here on that with the floor breaks. Yes, I think he gets a mini float off the down back one. Even though you're probably not going to see it, he goes for the down 4-1 headbutt. That'll actually break the floor. Yeah, 4-4-2-1. Yeah, 4-4-2-1 break the floor as well. Сейчас посмотрим, сможет ли Frizen, знаете, использовать свои чудеса в передвижениях. Но Сефи Блэк это прекрасно понимает, поэтому сразу трекинг использует. Так, два броска порваны. Магическая четверочка от Сефи Блэка. Хорошо заходит. Так. Ой-ой-ой, как же прессит он, а? Но лоу. Стом заходит от Фризена. Так. Лоу. Да. Очередной лоу от Сефи Блэка. В углу уже, когда в углу он зажимает своего оппонента, видите, Фризен не может там степнуть ни влево, ни вправо. Вив-паниш. Хороший. От Фризена. Не упускает он таких шансов. Так, рвет бросок. И рвет бросок тоже. Так. Хоп-кик. Понял, что опаздывает Фризен, поэтому не стал лезть. Оп, оп. Miguel has also the is it the back one plus two, the 11 frame? Yes, the back one, yeah. It's faster, but the hitbox is kind of not as good as a Steve back one. Хорошо заблочил. Сайдстепнул вправо, и хоуминг все-таки заблочил Фризен. Обратили внимание? Хороший дефенс показывает. О, бикандер, найс. Заходит от Фризена, и, возможно, это смерть? Да. Прекрасный конферм. Yeah, maybe Steve doesn't do so well with the floors as well as Miguel, so maybe breaking the floor would be a good idea. Isn't he doing now though? We'll see as he got the counter hit. Так, стенка. Хорошо. Ух, какой дамачок, а. Больше половины хп сносит Фризен. И сайдстеп паниш от Сефи Блэка. Увлекся сейчас Фризен. За это получил, но тут неудобно дальше комбить. Есть паниш. Так. О, очередной каунтерхит. Много их заходит. Ах, он рассчитывал до стены довести, но на стену он не положил. Однако пиксель остается мимо. Убегает, буквально убегает. И очередной раз, смотрите, Сефи Блэк перебивает рейдж драйв. Сколько он уже рейдж драйвов перебил за сегодня? Жесть. И вчера еще, ко всему прочему. Хорош. Отличная лоу-перри от Фризена. Прочитано. Good position for Frizen anyway.
Действий в паниш. Господи. Хороший паниш от Фризена. Стом. Гарантия. Перележал Сефи Блэк, однако Перфект забирает Фризен. Не смог он цепить влево сейчас. Машет Сефи Блэк. Кандер-хит. Хопки. Хорош. Вот, видите, чувствуют буквально, когда надо этот хоп-кик всадить Сефи Блэк. Ой, биг лаунчер, это смерть, конечно. Жесть. 1-0 в пользу Сефи Блэка. Very, very important, especially since, you know, he lost the set against Frizen yesterday, so that's going to calm him down, but it is first to 3. Seffi is smiling, you see him ready. He wants to make it into that grand finals, but we're going to the infinite stage, and Seffi, you can see from his reaction, he was a bit surprised about that. Yeah, I'm trying to think of yesterday. I think, Frizen actually switched to infinite yesterday. Близок он был к тому, чтобы забрать первый бой, но уступил. Бесконечную арену берет. Стив Плеер. We saw a lot of wall combos coming in from both guys, big damage. Now it's going to be more just, you know, neutral play. Let's see who can come out on top here, Bubsy. Definitely going to see them fishing a lot for those counter hits. You see maybe a few down forward twos, one move we haven't actually seen. Yeah. Got to be very aware as well. Ой-ой-ой, посмотрите. Что делает Сефи Блэк? И в ответочку Фризен. Дэшится. Кошмар. Но оба побоялись лезть. У Фризена тренера, ну не знаю, к нему Оракл подходил, который из Испании. Бросочек, не рвет Фризен. Это к пике подходил. Так, ух, и на Окизема мид залетел Сефи Блэка, далекий вниз вперед. Нет, у Фризена там он с Уаем консультируется. Уай, еще один польский игрок. Кантер-хит, хорошо. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то аж подвис Фризен немножко. Перри попытался использовать Сефи Блэк. Оп. Найс сайдстеп вправо. Бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то прям неудачно Фризен сейчас. Giving Frizen a taste of his own medicine. We saw how many throws he gave Seffi Black in the first game. That was not a counter hit. It looked like a counter hit, man. That was a weird one. Okay, big counter hit. Есть конферм от Фризена. Хорошо. Паниш, есть паниш. При помощи ВС-4 от Сефи Блэка. Так, Power Crush. Отлично. Ой-ой-ой. Ничего себе. Еще одна конферм Фризен. И это, да, и это практически в перфект забирает он. Перехватил инициативу. Ой-ой-ой-ой-ой. Тибеги поперли от Фризена. Так. Прям соревнования по тибегам, ёлы-палы. Так. Но тут пока что, знаете, на этом турнире традиционно все тибегеры отлетают один за другим. Сначала Сона, потом Пика. Ну, сейчас вот Фризен немножко летит. Так, прессинг плюс. Есть ли паниш от Фризена? И паниш, да, сейчас. Это ВД4. О, как пропускает Фризен. Так. И это 5 секунд. 5 секунд остается. Мало времени. Мало времени. И по таймеру, да, забирает Фризен этот раунд. Последние 2 секунды забрал необходимое количество ХП.
This is again, final round once again. Yeah, this is the way it was even in the winners finals for Frizen and Super Akuma, like so many close rounds, but he wasn't able to close it out. And Zafina has the life, he's chipping away. На сайдстепе влево поймал, кстати, Сифи Блэк сейчас. Что интересно. Так, еще плюс. Каунтерхит, доигрался Сифи Блэк. С этим выцеливанием бесконечным. Есть вот N4 на паниш. Ох, куда полез. И каунтерхит заходит от Фризена. Это хороший дэмэдж будет. Так. Но рейдж горит у Сифи Блэка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как опасно. Нет, не полез. Полез Фризен. И это, возможно, смерть сейчас будет. Да, это смерть. 2-0. Это жесть. Нет, это FT3. Да. Рейдж заходит от Фризена. Жесть. Ну, каждый из этих двух боев, знаете, закончился со счетом 3-2 по раунду. О, каунтерхит. Ох, две коленочки заходят от Сифи Блэка, но ни одна из них не в каунтерхит. Конферм, есть конферм от Сифи. Хороший сайдстеп вправо. И дамаг. Мимо рейдж-драйв. Ах, и вейкап 4 снова не наказал Фризен. Снова. Увы, вот опаздывает, когда вейкап 4 делает Сифи Блэк именно на дальней такой дистанции. О, мимо. Так. He got the win against Zafina yesterday, but the adaptations are being made right now. Sidestep again, but no punish. Так, есть вив-паниш, да, через джебы от Фризена. Ну, прям терпит, он терпит. Так, есть паниш. Очень осторожен. Фризен прям на защиту нажал целиком и полностью. Хороший сайдстеп влево. Так, 7 секунд. 6 секунд остается. Времени нету. И хорош. Присел под хаем. Наказал Фризен. Какие близкие у него бои-то, раунды. Хорошо, есть паниш от Сифи Блэка. Так, бросочек, не рвет на этот раз. Окей. D2. Ага. Есть вив-паниш от Сифи Блэка. Вы посмотрите, он ждал этих джебов и завив-панишил все-таки. Каунтерхит. Куда полез Фризен? Ой-ой-ой. Блин. На сайдстеп. А, нет, это не сайдстеп был. Извиняюсь, это был рейдж-драйв. Начало анимации рейдж-драйва прямо ловит Сифи Блэк коленкой. Уже не в первый раз, к слову. Это матчпоинт для Сифи. Так. Лоу. Рвет бросок Фризен. На этот раз не порвал. О, пауэркраш. Блин, раньше рейдж-драйв. Надо раньше вкачивать было Фризен. Ну что, Фризен, последний шанс. Последний шанс. Уже нету рейджа, ничего нету. Блин. Ой, вы посмотрите, что делается. Отступает Сифи Блэк. 10 секунд. И хопки. Просто жесть. Просто жесть. Сифи Блэк 10 секунд отступал этими бэкдэшами. 10 секунд и всадил хопки. Просто жесть.
Что делает, а, Сефи? Is going to be making it into the grand finals. I mean, that was such a hard set. In that kind of situation with Steve, like the only things you can do is, and Steve, with the down by 3-2, would have knocked him down, and it would have probably wasted a bit of time. Ну что ж, Frizen, польский игрок на Стиве, остается на третьем месте. Ну а впереди нас ждет гранд-финал. 100%. And you know, picking his shot so well. The timing was on point all the time because you know the threat Супер of Акума the против back one and the Сефи down Блэка. and how many of them got blocked. And even with punishing the backdash into the duck and with punishing the back ones, I mean that is difficult to do because back one has crazy recovery. So you can't just react. Делайте ваши You have ставочки, to know how you're друзья. going to do it and go for the punish. Последний бой у нас впереди, но посмотрим на повтор. Несмотря на то, что счет 3-0 в итоге оказался, но надо сказать, что очень близкие бои были. Yeah, definitely, man. And again, you know, it's unfortunate because Frizen, you know, look how many final rounds. Посмотрите, you know, that was the air spot, bruv. He was, I don't know what that was. Then he took it back upstairs. Yeah. That downfall one, then he took it to the third floor again. Особенно вот этот вот второй бой. Хотя первый, второй бой самые такие близкие были. You know, you mentioned that this was where Frizen won the set last time, but Frizen с 2-0 отыграл, по таймеру выиграл второй, еще один раунд, и здесь Рейдшард всадил такие Сефи Блэк, жесть. Final rounds, and then how many times did Frizen, you know, even against Super Akuma, was one hit away from winning it, but just couldn't close. Да, вот тут не Wake Up 4, видите, не наказал Frizen, и из-за этого поплатился. I know it's easy to say it would have been 1-1 evened up, but I feel like that was a big mental hit and damage to him. You know, having to like so close and having it right there, just taken away from one big gamble, one big. Ну вот это вот, конечно, погоня. You know, it и really в итоге хоп-кик всадил все-таки Сефи. Because you know you have to you know fight back and get that one back. It's wanting to get that run back, which is kind of difficult. But ladies and lads, we actually have our second grand finalist ready. Ну а впереди Супер Акума против Сефи Блэка. Франция против Германии, Акума против Мигеля, соответственно. Of toppling Super Akuma. But let's talk about that grand final. So you got your revenge after losing 2-0 to Frizen in pools. What was the big turnaround for you in this set? I had a better game plan against Frizen. Before that, I felt like my previous gameplay didn't work out, so I was more patient, I feel like, and also more aggressive Видите, он перестроил игру, потому что он Фризену уже проигрывал Сефи Блэк. 2-0 проиграл Фризену в пулах, но здесь отомстил 3-0, именно сменив свой геймплан. No, if he had the life lead, sorry, I'm still a bit I think when both of you have the life lead, you can just run away. We saw that in the last game. And he has great keep-out tools. So did that change the way that you approach the matchup? Did that make you be more proactive, more offensive to try and get that life lead in early? Definitely, because when I had the life lead, I just backdashed at the end because as we saw. What shall you do as a Steve player? It's so difficult to apply like 50-50s with him. So I felt super comfortable when I figured it out. Well, I'm glad that you're feeling confident and comfortable because right about now, after this short break, you've got some time to, you know, work on your strategy, and you're going to have to come up with a great one because we've got Super Akuma in the grand finals. Now, a lot of people are saying that you are the best chance that anyone has of beating him in grand finals. But the last time you've met, I think he's had the edge on you as well. Yeah. Are you ready to bring something different this time round? Yeah, definitely I need something to bring something new because, yeah, otherwise he will beat my ass. So I need to find something to beat him. All right, man. Well, I'm going to let you get a break and try and work on something different. I definitely don't want to see you get your ass beat in grand finals, but we're going to find out how that goes after this short break. On the other side, it's going to be the grand finals of the European Tekken Cup. О, господи, они еще один перерыв делают. Мы увидели 2 боя и еще один перерыв. Да, не многовато ли перерывов, друзья? Ну ладно. Еще 5 минут перерыва.
Peggy 16. Так, последний бой у нас остается. Гранд-финал. Супер Акума. Ему нужно выиграть один сет до 3 побед. Ну и Сефи Блэк, которому нужно выиграть 2 сета подряд. Ну и, пожалуй, действительно, знаете, в конце столкнулись все-таки сильнейшие. Хотя я все-таки ожидал такого чего-то большего от Kaneandtrench, Chickenmaru, Griec, который меня так удивил вчера. Но, с другой стороны, Frizen очень был хорош, конечно. До 3-го места добрался, это сильный результат. Логан, только давай не будем сейчас интервью еще там 10 штук брать и растягивать все это еще больше. Super Akuma earned his place in winner's side with an emphatic 3-0 win over Frizen in the winners final. And Seffi Black battled his way through the losers all the way to facing. A lot of people are saying that Seffi is the best chance at toppling the dominant Super Akuma here in the grand finals. But all I know is we're going to get some incredible Tekken action here in Europe. It's been a fantastic event. 16 players representing across 8 regions. We've had some он нахваливает, что типа какой прекрасный ивент, мы все вот такие молодцы. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. For the grand finals, so let's welcome onto the stage our 2 grand finalists. First, on the winner's side, the French champion, Super Akuma. Ну что ж, Супер Акума, французский чемпион. And his opponent fighting out of the losers bracket, the 2nd place German qualifier, Seffi Black. И чемпион Германии Сефи Блэк. Seffi playing, of course, out of the losers side in this 3 out of 5 set, meaning that he has to win 2 sets to take the title.
Guys, if you want to get set up and get ready, I'm going to hand it over to our two capable hosts, Spag and Bubsy. Time to bring it home. Thank you very much, Logan, and oh my God, we are back here for the grand finals, man. European последний рубеж, последний бой, гранд-финал. Привет. Гранд-финал. Сефи Блэк против Супер Акумы. И мы скоро узнаем, кто же будет являться сильнейшим игроком европейского региона. And they are sitting down ready to play. Bubsy, this is going to be a very, very good match. If we get what we're used to seeing between these two, because in the past, Seffi Black has been the guy who's beaten Super Akuma, and then Super Akuma has fought back and been able to get the wins over Seffi Black. There was one set which I remember specifically at the ICFC, you know, in the grand finals, where it went down to literal pixels, you know, where I think Super Akuma ended up taking it, but. Ну что ж, поскольку Супер Акума вышел по винерам, ему надо взять один сет до 3 побед, а соответственно Сефи Блэку, поскольку тот вышел из лузеров 2 сета. Jopelix, Kaneandtrench, Griec, Frizen. Конечно, путь Сефи Блэка был гораздо более долгий гранд-финалу, нежели путь Супер Акумы. Но посмотрим, удастся ли ему стать чемпионом. Winning so often all throughout the Tekken 7 lifespan. You know, Bubsy, we've been traveling, we've been going all around Europe since 2017 when this beautiful game came out, and you know, Super Akuma has been winning since the very beginning. Bubsy, and we're here back again in 2023, and some things never change, man. It's like what's it, Ice Cube? You just love to hate him, or was it hate to love him? What's the one? Love to love him. Hate to love him. Love to hate him. Both. You just love to hate him. And then we hate to love him as well. Yeah, but it's gonna be the Akuma and Miguel here. That is what they're fighting for, ladies and lads. The European Tekken Cup Championship. Who is gonna be crowned champion here? We'll find out now. Best of 3, best of 5 action. Sorry, and we're starting off on the Forgotten Realm, the party stage. Here we go. Yes, as Logan said, Seffi coming from the losers, so he has to win 2 sets. Какая арена им выпала? Акума против Мигеля. Only needs that 1 first 3. Both guys have a lot of knowledge against each other, man. They know what needs to be done. They know each other's play styles really well as well. Seffi Black, sometimes I'm telling you, man, he has moments where he looks unstoppable, unbeatable. We saw what he did when he went to Combo Breaker, for example. His first time in America, and he got that 4th place, beating so many strong players. We've seen him in various online and offline tournaments look unstoppable. But can he bring that same form here against Super Akuma? Because Bubsy. Супер Акума, надо понимать, что он опасен всегда. Даже там пиксель какой-то есть ничтожный, он все равно с этого пикселя способен отыграть даже всю линейку вообще полностью. Такое уже бывало, причем не раз. Он доказывал свой камбэк-потенциал. С панишем чуть-чуть опоздал Сефи Блэк, а вот Супер Акума панишит и Wildstanding 2, господи, заходит. Но не тот конферм. Он рассчитывал, что все-таки поблочит. Так. На сетстепе ловит. Ой-ой-ой, выпрыжку ловит Супер Акума и убивает, конечно же. Там слишком мало хп было у Сефи Блэка, чтобы выжить. Так, паниш. Есть паниш от Сефи Блэка. Ох, D3 заходит от Супер Акумы. Ой-ой-ой-ой. Ломает он пол. Далеко до стеночки. Оп, паниш. Есть паниш от Сефи Блэка. Хотел в стенку впилить Супер Акуму при помощи пауэркраша. Но нет, Сефи Блэк очень осторожен. Все перебивает Сефи Блэк. Смотрите, как вовремя он эти поки вставляет. Метр накопился уже один у Супер Акумы. Так, так. 12 секунд остается, мало времени. Блин, не доконфермил Супер Акума, а вот сейчас есть конферм через D3, и это смерть, конечно.
Стенка, убивай. Хорош. Очень правильный конферм от Супер Акумы, потому что здесь была вероятность, что после первого, ну, поскольку криво на стенку положил он тушку Мигеля, поэтому велика была вероятность, что упустит стенку. Но Супер Акума очень правильно сконфермил. Через двойное ДП. Так. Хорошо, все, последний этаж. Оп, окей. Раунд забирает Сифи Блэк. Так. Very, very dangerous. Doesn't want to get in that down 3 range. And when you're in that far range, you can throw out the fireballs to build up the meter slowly. You know, Akuma not gonna mind. Достает все-таки демон слипом. И, ох, джампинг кик заходит от Супер Акумы. Метр он вкачивает. И сколько дамага, сколько дамага. Паниш! Есть паниш через флотстендинг. И, соответственно, Супер Акума первый бой забирает 1-0. Big money on the line for the European Tekken Cup, and Super Akuma starts off the best possible way. We're going to go to the stage select now. I'm pretty sure we're going to be going to бесконечную арену, судя по всему, будет брать сейчас Сифи Блэк. But he's going to have to do more than just switch stage here, because there was a lot of whiffs that went unpunished. You know, you can't leave any damage on the table, Bubsy. We've seen how... Whoa! Okay, that was a huge curveball. No, Akuma just clapping. He's happy about that. He's like, okay, you're going to Howard Head. That's Akuma's stage. That is Akuma's stage. But I'm thinking, I think Miguel has some good options to actually get to the wall, break the wall, and actually carry on the combo. А, ничего себе! Вы посмотрите. Не стал бесконечную арену Сифи Блэк брать. Арена Гиза. Ничего себе. Это очень странный выбор, если честно, но ладно. Может быть, он хочет переиграть Акуму на его же поле. Посмотрим. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, и стеночка, да, и ломает, да, ломает. Супер Акума. Перемудрил немножко, но телепорт. You know, the Akuma jab, the 2D jab can control Counter the game hit. so well as well. It recovers 2 frames faster than a normal 3D jab. Тащит, максимально тащит до стены Супер Акума. Ох, D4. Ой-ой-ой-ой. Ну ничего себе. Как зашло. Не сломал стеночку. На пикселе повисает Сифи Блэк. Акуме просто дотерпеть надо, да, он максимально осторожный там. Просто джеб ударил и все. Максимально осторожен был Супер Акума. И в паниш. Пытается магическую четверку получить Сифи Блэк. Машет этими четверками. Но D3 заходит, конферм через FADC. Та-та-та. И еще ломай. Жесть, просто жесть. Еще и D4 пихнул. Ой-ой-ой-ой-ой. Как опасно вейкается сейчас Сифи Блэк. Баунс? Да, есть баунс. Не убьет, но дамаг хороший будет. Чуть-чуть драпанул Супер Акума. Однако, еще один раунд. Все увереннее Супер Акума. Так, балкон. О, хотел сломать балкон, но... Так, отсайдстепал Сифи Блэк. Так, сбивает контрпока сейчас Сифи Блэк. Хоуминги пихает. Ой, как прям рискнул, а? Сифи Блэк. Блин, виф, и нету паниша Сифи Блэк, ты что? А вот от Супер Акумы есть паниш этого лоу мид. D3. Так. Нет. Еще метр вкачивает и еще D3. Жесть. Вот то, о чем мы говорили, друзья. И опять этот его жест. А что такое? Ну, да, камбэк. Таких камбэков по 100 штук в день.
И вот в очередной раз, ребята, в очередной раз я замечаю... Никогда нельзя недооценивать Супер Акуму, потому что он может даже с такого пикселя, там вообще какой-то миллиметр, ну, не то чтобы прям пиксель, но пиксель реально оставался у Супер Акумы, и все равно он камбэкнул почти всю линейку. Но Сефи Блэк все равно в хорошем настроении. Хоть счет и уже угрожающий. 2-0. Все, берет бесконечную арену. На этот раз без выпендрежа. Такой, все, хватит с ареной Гиза. Надо брать арену, которая даст мне какое-то преимущество. Can he bring it back, Bubsy? What do you think? All on the, he's very capable of doing it. If anyone can do it, it definitely can be Sefi Black, but he needs to take it one game, not even one game, just one round at a time. Yeah. Но, Виктор, чтоб ты знал, вино вообще-то не заедается ничем. Ну, то есть вино... А также то, что сыр не является закуской. Ой, контрхит заходит. Оки. Так. Сыр естся паниш. Да, D4 поблочился. Сыр, во-первых, это вам не закуска, он не закусывается. И, во-вторых, сыр вообще-то не принято есть с хлебом. Это чисто какое-то русское изобретение. Нет, сыр всегда кушается отдельно. Единственное, может быть, с оливками еще. Паниш опоздал. Так. Винишка, бухлишка скорее. Паниш. Запорол Паниш Сефи Блэк. Да камон. Ребята, ну что-то все, у него расстроилось совсем. Просто два каких-то стопроцентных паниша не запанишил, не сделал вообще. Ну, то есть он просто простил 2 D4 у Акумы. Ребят, это ненормально. Но тем не менее, пока что все-таки лайфлит на стороне Сефи Блэка, но этот лайфлит очень быстро может растаять. Метр один тратит Супер Акума. Так, так, 3 секунды остается. И Сефи Блэк очень осторожен. Все, перележал все-таки. Но, кстати говоря, и он заставил Супер Акуму потратить весь мет, что тоже для него хорошо. Каунтерхит заходит на Супер Акумы. Окей. Оу, что такое? Сорвал комбу. Так. Ой-ой-ой, второй удар. Контрхит заходит от Сефи Блэка. D3. Но слишком далеко до конферма. Так, так. Но тут уже Супер Акуме надо экономить ресурсы. 13 секунд остается. 10 секунд. Найс. В контрхит хоп-кик. И это 2-1. Отыгрывает один бой все-таки Сефи Блэк. Сефи Блэк. To try and uplift Sefi Black, and K-Wiz comes back onto the stage to continue giving advice, taking Tetsu's job. I think, Tetsu, you're out of a job now, my friend. Несмотря на то, что Сефи Блэк достаточно так подропал здесь панишей, но тем не менее он вытащил этот бой. Конечно же, арену надо другую брать сейчас Супер Акуме. Разминается Супер Акума. Берет арену Dragon Nest. But we're back on the walls now, and Super Akuma is still on European Tekken Cup point, man. 10,000 euros and the European Championship title. So much to play for, and he only needs this one match. Walls back in play. Can Sefi Black bring it back? And these are those curve walls, you know, them Tatsumaki combos. Make it the re-wall split into the re. Так, Power Crash перебивает, и есть паниш через D4 от Супер
Акума. Ой-ой-ой, вейкап. Окей. Так. Так. С воздуха сбивает Сефи Блэк, но до стенки доведет. Да, доведет. И отличный волспот. Боже, что мой. Дэмэджа на самом деле много снял. Так, D4, еще D4, мимо на этот раз. Но метр уже накопил Супер Акума, поэтому он может убить с одного попадания. Ой-ой-ой, попытался заевпаничить Сефи Блэк. Так. И в контрпоку залез. Залез. Так. Yeah, I think if you're Sefi Black, you're not going to worry too much about those downfalls. They don't do a ton of damage. They have been nerfed over the years as well. Ну, по поводу сыра, там, что с хлебом его не едят, это точно так же, как и макароны и спагетти. То есть вы же понимаете, что макароны и спагетти, они не едятся с хлебом. То есть, если вы как бы изучали итальянскую кухню, паниш, то макароны и спагетти, макаронные изделия, любые, с хлебом не кушаются. Так, так, пытается осторожно дожать Супер Акума. Оп, поками. На пикселе повисает Сефи. Так, паниш. Хорош, хорош. Заблокировал этот лоу, наказал Супер Акума. Потому что макароны, они сами по себе, это мучное изделие из муки. А тут еще люди их едят с хлебом, еще больше муки, ну то есть еще больше калорий там накидывают. Так. Хлеб кушается с макаронами. Это типа российская такая традиция. Холминг, D3. Ах, есть випаниш Сефи Блэка. Но 1 бар метра есть у Супер Акумы. И это потенциально даже, возможно, даже смертельный дамаг, кстати. Так. Ага. Так, джеб-джеб. И D4 всадил под конец. Ой, жесть. Ну что ж, друзья, это матчпоинт для Супер Акумы. 1 раунд до чемпионства. Есть паниш через четверочку стендовую. Так. Мид. Хоп-кик. Заходит. Окей. Так. Ах, до стены не довел чуть-чуть Сефи Блэк. Так. Метр есть у Супер Акумы. Так. Там D3 хорошо попал в хит, но рейндж не позволял, поэтому он не сжег метр сейчас Супер Акума. Ой-ой-ой, все, это смерть. Это смерть, если ничего не дропнет Супер Акума. Тацумакин. И да, друзья, Супер Акума, он забирает этот бой и забирает этот турнир, становится чемпионом European Tekken Cup. Так, по-хозяйски взял трофей там, типа. Ну и таким образом Супер Акума становится лучшим игроком Европы по Текену 7 на текущий момент. Сефи Блэк занимает второе место. Жесть. Уверенно прошел, в общем-то, всех своих оппонентов, если уж на то пошло Супер Акума. Без каких-то прям серьезных проблем. Хотя, на самом деле, он не идеально прошел. То есть, все-таки поражение у него одно было. But let's look at the replay and see how that actually happened.
Как мне кажется, Сефи Блэк сделал ошибку в первый раз, когда проиграл. Он не выбрал бесконечную арену, решил повыпендриваться, взял арену Гиза, и, собственно, это ему аукнулось очень больно в итоге. Вот видите, на второй бой Сефи Блэк не стал брать бесконечную арену. Жесть. Да, в стритфайтере-то Акуму уже все дропнули, все, кто мог, уже все дропнули Акуму. Столько нерфить персонажа. Но, знаете, Сефи Блэк такой хихи-ха-ха, смеется там постоянно, ему весело, там, неважно, выигрывает, проигрывает, человек просто получает удовольствие, ему просто весело. И здесь обратите внимание, что когда Супер Акума тыкает при помощи D3, соответственно, он именно конфермит только хит, и только тогда, не вслепую конфермит, и только тогда, когда дистанция позволяет скомбить. Потому что D3 на дальней дистанции при попадании в хит, оно через фокус стак бешкенсел не комбится. То есть здесь надо именно что рассчитывать, на какой дистанции это D3 попадает. И если брать все матчи Акумы, то он в этот раз на этом турнире ни разу с дистанцией-то не ошибся как раз таки. Что интересно, то есть настолько он это видит, что где конферм, как, на какой дистанции, надо ли сжигать метр или не надо, или можно просто сделать фаербол и типа засейвиться. Ничего не скажешь, сильный игру. Супер Акуму продемонстрировал нам сегодня и, соответственно, выиграл этот турнир довольно-таки уверенно. Так, итоги всего турнира. 13 место занимает Эдвард Магнум, итальянский игрок за Ларса, D.P, немецкий игрок за Боба, D.F.P, французский игрок за Стива и Oracle, испанский игрок за Шахина, Фенга и Клаудио. 9 место занимает Chickenmaru, великобританский игрок за Фенга и Мордука. 9 также место Mitrust-Storm, игрок за Нину и Линк Сяою из Италии. 9 место Jopelix, игрок за Фенга, Клаудио, Зафину и Лео из Финляндии. Также 9 место Драконец, игрок за Хейхачи из Нидерланд. Yeah, I'm pretty happy with the event. I'll be honest, that was one of my biggest dreams, making sure we can have all different countries around Europe that shine. I understand not actually all countries are around, but we'll be working on that and make sure. Восьмерка лучших. Седьмое место Y, игрок за Акуму из Польши. Kaneandtrench, великобританский игрок за Yoshimitsu и Ноктиса. 5 место Sona, игрок за Eddy Гордо из Финляндии. 5 место Griec, испанский игрок за Josie. 4 место Пика, игрок за Гиза Ховарда из Бельгии. 3 место, как раз таки он сейчас выходит, игрок на Стиви Фоксе, Frizen из Польши. Но это впечатляюще, конечно же, что игрок из Польши дошел до 3 места. Игрок на Стиви. Второе место. Игрок из Германии за Мигеля, Сефи Блэк. Счастливые, радостные, все улыбается, все нормально. Ну и, конечно же, победитель. Победитель этого турнира — European Tekken Cup. На своем домашнем поле он одержал победу. Супер Акума, игрок, соответственно, за Акуму из Франции. Супер! And of course, the cup itself, which he's already had his hands on, but let's do the presentation again.
Ну и, конечно же, трофей лучшего игрока European чемпиона European Tekken Cup. На самом деле поляков-то и так играет достаточно много в Текене, то есть там комьюнити по Текену именно довольно большое. Я выиграл, говорит, 10 тысяч евро, я очень счастлив, что сказать. It's the culmination of Bandai supporting grassroots events. And now I get paid. Yeah, that's right. And a round of applause for him getting paid Да, as well. Бадай нам, как говорит, молодцы, поддерживает турниры как бы в регионах, и это хорошо. Of course, we know France, we know Germany, obviously I know the UK, all strong, but Italy back once again. Poland's showing out real strong with 2 players in the top 8. The Benelux region, the Nordic regions as well. Finland surprising us all with some great performance. How do you feel about seeing so many different countries represented here? Hey, it's nice. Like Tekken, the community, we're a nice big family, and thanks to events like this, I get to meet some of my distant relatives, you know. Ну, он рад, что столько много стран участвует. Tekken — это как одна большая семья, что такое обширное комьюнити, только радостно. So, obviously, now you are the defending champion. We're looking into a new season as well as the Tekken World Tour kicks off. We're going to see you traveling the world again. Got one more year at least of Akuma, as far as we know. I'm sure Flo won't tell us anything. Еще один сезон, как бы, Tekken World Tour take Akuma around the world another year. Yeah, of course, I'm down. They Будешь fixed the ли format, ты and now дальше it's good участвовать, again. там, So надирать I'm задницу? very happy. Конечно, я очень счастлив, говорит, что it's done so much for me. It's made me the man это I am очень today. много значит для меня, что Tekken World Tour 2023 все-таки будет. And I'm just going to go all in for the final year, Tekken 7. Готов участвовать We don't know what the future brings, по всем but фронтам. it's probably the last time I get a chance to do my best. All right, you've definitely done your best today. Let's hear it once again for your Tekken European Tekken Cup champion, Super Akuma. All right, thank you so much for joining us for this weekend here in Lyon. It's been a tremendous event. So many nations and regions representing some absolutely impeccable Tekken skill. And that is the end of the European competitive season. But do not rest on your laurels for too long. Итак, но напоминаю вам, что Tekken World Tour 2023 стартует уже 31 марта с Evolution Japan, который мы тоже будем с вами рестримить обязательно. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо, что смотрели, друзья. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось то, что сегодня вы видели. Ну и, соответственно, это был European Tekken Cup. Все, ребята, спасибо за внимание и пока!